Уважаемые гости и подписчики моего канала, всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и совместными эфирами с Алексеем Арестовичем. Алексей Николаевич на связи, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, вы в прямом эфире и на канале Алексея Арестовича, и на канале Александра Шелеста. Если хотите задать вопрос, поддержать канал Александра Шелеста, то вот, пожалуйста, возле меня QR-код, переходите туда, там есть возможность и поддержать, и вопрос задать. Поэтому с этих вопросов тоже будем начинать нашу сессию вопросов и ответов. Конечно же, QR-код, который возле Алексея Арестовича, это его школа развития все-таки интеллектуального, потому что, знаете, без интеллекта, без понимания психологии, процессов и людей далеко не уедешь. Поэтому интересуйтесь семинарами, очень, кстати, интересные, о женщинах в ближайшее время, поэтому милости прошу, как говорится. Переходите и интересуйтесь. Также все, как всегда, в нашем сегодняшнем эфире. В общем, мы беседуем, а потом уделяем время вам. В клубе зрителей Шелест можно оставить вопрос заблаговременно. Конечно, в сообществе YouTube есть анонс, и там уже люди пишут опросы. И по ходу нашего общения в самом финале пообщаемся с чатом и канал Александр Шелест, и, конечно же, Алексея Арестовича. Начнем с опроса. Он у меня на канале и выглядит вот следующим образом. Философский вопрос, но важный, как раз в духе времени. Если не станет Украины, то мир... Три точки. Выиграет, проиграет, не заметит, что за чушь. Украина теперь будет всегда. Алексей Николаевич, события бурные, сейчас обо всем поговорим, но хочу начать с этого вопроса. Что скажете вы? Мир может погорюет денька 3, ну, по крайней мере, попишет об этом в новостях и приспособится к новой реальности, какой бы она ни была. Ну, все-таки заметит, да, заметит. Ну, заметит, да, на неделю будет разговоров, да. Может, на 2, может, даже на 3. Друзья, голосуйте. Мы вернемся к этому опросу и вообще к этой теме о существовании Украины, какой она будет, немножко позже. Начнем с главного, эпического и такого тревожного. Серия ударов была нанесена Украиной. Вчера, да, мы все думали, а что будет со Стамбулом после, скажем так, атаки на аэродромы. Стамбул прошел, Стамбул как бы поговорили, встретились, обменялись меморандумами, запустили эту историю с гуманитарной какой-то работой. Сегодня вот перед нашим эфиром буквально выходит турецкая сторона, там Фидан с Рубио поговорил. Слушайте, а договорились уже и в 3-й раз встретиться. А как встречаться? Ну вот где-то в конце месяца. То есть мы понимаем, что Стамбул стал не площадкой, где добиваются мира, разрешения ситуации, а где просто встречаются, общаются, к чему-то приходят или не приходят. Но удары были какие яркие, какие спецоперации. Скажите, реально все было нацелено на то, чтобы вот по поводу стратегов, подрывов мостов железнодорожных, для того, чтобы сорвать Стамбул, чтобы этого не было? Ну, смотрите, когда планировались эти операции и готовились, еще не знали, что будут стамбульские встречи именно в этот день. Потому что, когда нам рассказывают, что они готовились 1,5 года, это сказки Венского леса, но месяцев 6-9 они готовились гарантированно. А тогда еще было совершенно неизвестно, будет ли Стамбул. И будет ли он конкретно в эти даты. Поэтому это совпадение. Военная логика – это военная логика, а там политическая история – это другая. Хотя политическая составляющая в этих есть, мы сейчас об этом поговорим. Но я хотел бы, чтобы вы, там, наши зрители, уважаемые, поняли, что не было прямого срыва переговоров, когда задумывалась операция. Что могло быть? Она могла не осуществляться под Стамбульские соглашения. То есть операция подготовлена, но всегда можно подвинуть на 2-3 дня ее туда-сюда, даже на неделю. Даже если агент уже на месте, даже если храбрый водолаз СБУ подплывает с 1100 килограммов взрывчатки, обнял там опору и сидит, да и втыкает в нее радиовзрыватель подводный, всегда можно перенести. С рыбой договориться, да, дельфина умного, да, попросить поплавать еще денька 2, а потом все это подорвать. Но на это не пошли.
То есть я не к тому, что не хотели сорвать Стамбул с нашей стороны, а к тому, чтобы правильно понимать механизм происходящего и какие выборы в какой момент осуществлялись. Итого, операции готовились заранее, когда не был известен еще Стамбул. Но когда дошло уже до Стамбула, Стамбул никому не помешал проводить эти спецоперации. Накануне провели, в день, после и так далее. И еще потом сверху. Сейчас еще что-нибудь проведут. Почему? Это логика входа в летнюю кампанию. Летнюю-осеннюю кампанию боевых действий. Цели ее политические ясны. Это полный захват Луганской и Донецкой, скорее всего, областей с выставлением ультиматума вторичного осенью мы сейчас российские стороны называем, по Запорожской и Херсонской. И поскольку еще будет много движения на северных границах с так называемой буферной зоной, что такое буферная зона? Это не только изолировать российские территории от вторжения украинских сил, это еще и создать плацдармы для дальнейшего продвижения как военный и политический аргумент, что, смотрите, мы вас еще из севера сейчас будем прижимать. То есть эта кампания по всем правилам военной науки со стороны России строится так, чтобы если осенью не будет достигнуто согласия, вход в зимнюю кампанию был на максимально выгодных рубежах. Это каскад падающего домино. Эта доминошка сейчас падает для того, чтобы... И должна упасть так, чтобы следующая падала еще больше, охватывая за собой. Чисто военная логика, на самом деле. Правила стратегии, и никакой здесь политики нет. Из политических составляющих здесь интересно другое. То, что наше руководство не остановило эти операции на время Стамбула. Не провела чуть раньше или чуть позже. А второе, это то, что российской делегации эта откровенная пощечина не помешала приехать в Стамбул. Да и Путин И, молчит. и Путин молчит. Здесь очень интересная история. Одна и вторая. Если хотите, я прокомментирую. Обязательно. Все очень ждали Начинаем. вчера еще, если честно. Но Да. я летел и прилетел. Поэтому не мог. Я был в небе в это время. Так вот, начнем со второй. Смотрите, россияне ведут себя как взрослые в этой ситуации. Когда мы утопили в апреле 22 года Москву, им это не мешало на следующий день точно так же вести с нами переговоры. Тот же Мединский, как глава делегации, и все остальные. И продолжали говорить. Кроме того, они потерпели достаточно серьезное военное поражение в районе Киева, в районе Чернигова, в районе Сум, в районе Харькова на тот момент. Вся северная группировка, мягко говоря, не выполнила свои задачи, отходила с потерями. И там погибло 75% командного штаба воздушно-десантных войск Российской Федерации в этих операциях. У них только на юге были успехи, Мелитополь, Мариуполь и так далее. А на севере им надавали пощечин конкретно. Что делала российская делегация? Она не только не срывала переговоры, она продолжала делать нам комплименты. Мединский делал очень много комплиментов. Российские военные делали комплименты. Им очень тяжело это давалось, но они сквозь зубы говорили: да, вы умеете воевать. А теперь, внимание, вопрос. А можете ли вы представить украинца или члена украинской делегации, который делает комплименты россиянам на переговорах? Ну, Мол, погодите, как вы нас? о чем-то же 2,5 часа, как выяснилось, до самих переговоров делегации говорили Мединский и Умеров? Может, Умеров может? Точно не комплиментами. И был один человек, который делал им комплименты и говорил всегда, поздравлял, узнавал, когда у них день рождения, поздравлял своих визави с днем рождения. Там, правда, один случай выпал всего, но поздравил. И всегда говорил: говорите первый, господин генерал-полковник, потому что вы старше по званию, вы опытнее и мудрее. А я всего лишь подполковник. Но не будем показывать пальцем. Вот. Именно поэтому этого человека они и попросили убрать, потому что тяжело было с ним проводить свою линию. Ну, явно не Так русским вот, было тяжело, да. русским было тяжело, скорее всего. Мгм. Схема была такая. Белорусы завели на меня, Генеральная прокуратура завела дело за экстремизм, за призывы подорвать железную дорогу. А россияне сказали: ну как мы экстремистам будем, что он сидеть напротив нас будет на переговорах? Конечно, выводите. И мне пришлось переставить стул на 30 сантиметров назад, выпасть из кадра. Я все равно сидел, но уже не в кадре. Так вот, суть была в чем, что оболтусы, конечно, и украинцы, и россияне. Но россияне оболтусы с остатками имперской школы. Они понимают в приличиях, они понимают в дипломатиях, у них старое понимание о дипломатии.
Они не хамят непосредственно перед дипломатом. Они не хамят во время, они не хамят после, и для них они четко вот заявляют и выражают свою позицию, добиваются, они умеют сделать комплименты своим противникам в момент дипломатических переговоров. И, честно говоря, иметь с ними дело намного проще украинской делегации, чем им дело иметь с украинской делегацией, которые ведут себя как невменяемые дети. Вы с Щелиным и Костем Бондаренком разбирали вопиющий пример этой истории. Мы можем повторить и у нас в эфире, который звучит так. У нас риторическая пафосная пропаганда говорит о 20 тысячах пропавших украинских детей. Да. А на переговоры выносят цифру в 320. Причем Россия и российская сторона заявляет, покажите родителей, мы возвращаем детей. И ваш покорный слуга принимал участие в 3 непосредственно живое, годами, в 3 переговорах международных важнейшего значения. Минские, Стамбульские, Нормандские. Я видел представителей ОБСЕ из разных стран, как они говорят, ведут переговоры. Я видел наших разных, меняющихся. Я видел россиян, меняющихся тех, этих и так далее, и так далее. С нашими тяжело, реально. Это смесь хайпа, хуцпы, КВН, пиара. Это очень несерьезно, очень ненадежно и очень проституирующее такое есть слово, простите, проституирование, знаете, русское литературное слово. Это когда, чтобы уйти от сложных психологических определений, там с разрывом символического значения, попытаюсь сказать максимально просто. Это когда люди ради сиюминутного разменивают ключевые вещи. Ну вот вам пример. Выходит некий глава державы, не будем говорить какой, и говорит идиоты, комментируя предложение стороны. Это проституирование, это использование публичного капитала. В принципе, это определение коррупции. Но определяется так. Использование публичного капитала в личных целях. Вот это официальное определение коррупции. Это не обязательно про деньги. В том числе символического капитала. Ты глава воюющей державы. От успеха на переговорах зависит, например, вернутся ли раненые несовершеннолетние женщины в плену, тела погибших солдат и так далее, и так далее. Ничего лучшего ты не находишь, как сорвать личный хайп, получить личные симпатии, укрепить рейтинг политический, просто сказав одно слово. А ведь можно было воздержаться. Но проституируется символический капитал должности верховный главнокомандующий, сражающий Украины, и президента Украины во имя личного хайпа человека по имени гражданина Украины Владимира Зеленского. А перед кем? Это, да. В смысле? Ну, перед кем хайп? Я вот этого не понял, если честно. Я вот вижу, что... Ну, вот перед кем? Перед западными партнерами, перед внутренней публикой, перед русскими. Ну, смотрите, вышел сегодня Песков, и я не ожидал. Я перечитал 3 раза его заявление. Угу. Вот там он что-то не прав, что-то вот очень аморфно, нейтрально, там, Зеленский. Все. То есть нет никакой перепалки. Его оставили Смотрите. наедине с этим словом «идиот», понимаете? Да, помните, когда был удар по Киеву, это в районе костела Святого Николая, сколь все прошлись, там Тимошенко, Порошенко и так далее. Правда, это никому не помогло, ни Тимошенко, ни Порошенко. Но как бы и Зеленский там все обозвали последними словами. Это и есть проституирование. Когда ради мелкого разменивается большое. Миллион разменивается по рублю. Когда это делает обычный гражданин, это одна история. Когда это делает глава державы, после чего тяжелейшие последствия падают на головы его же граждан, это совсем другая история. На Украине настолько все проституировано, простите, что люди уже потеряли моральные ориентиры. Они не понимают до уровня рацию, что такое поведение невыгодно долгосрочно. Смотрите, что делает российская делегация. Они еще помнят, как ведут себя взрослые. Ну, вот этот, неважно, сколько, 41 бомбардировщик или 13, или 8, даже 2, это было бы большим достижением на самом деле. Но они бровью не повели, приехали на переговоры. Потому что если осуществляется переговорный трек, а ведь есть протокольные переговоры в Стамбуле, открытые, а есть закрытая их часть.
Так вот, поскольку идет трек, и он для чего-то нужен, это отдельный вопрос, для чего и какие у него перспективы успеха, и они приняли государственное решение участвовать в переговорах, то даже прямое попадание по Кремлю, я думаю, не отменило бы переговоры, потому что принято взвешенное государственное решение их проводить. Что делает украинская сторона, наша любимая? Она то так, то эдак, то этой стороной повернется, то той, то присядет, то встанет, то носик попудрит, то этот самый, то передумает, то поистерит, то прокомментирует. Так делает все, чтобы серьезного дела из переговоров не получилось. Значит, не было серьезных результатов. Алексей Николаевич, кроме детей, которых оказалось 339, причем, ну мы же-то, ну, опять мы украинцы, да, мы же тоже в этом живем, мы смотрим, как Ермак лично оседлал эту тему. Елена Зеленская лично оседлала эту тему. Мы вернем наших детей. Мы вот там маечки, футболочки, логотипчики в парламентах стран Европы, да, на австрийцев надели, еще на кого-то надели, в ПАСЕ, везде. Правда, тут такая незадача получилась, что на воскресенье, ну или в ночь, да, в ночь на воскресенье, из Австрии отправили детей, 150, кажется, инвалидов, обездоленных, ну, понятно, да, сирот, которые там... И местная власть развела руками, говорит, ну, слушайте, мы-то им помогали, они у нас тут были как у бога за пазухой. Но мэр говорит, я ничего не могу сделать, вот такая разнарядка, их посадили в автобус и отвезли в воюющую страну. И, И знаете, вернули детей, да? да, и вы знаете, из Австрии вот так вернули детей. А тут возникает главный, наверное, вопрос. Мединский, который размазал, получается, эту пиар-составляющую на детях, наши, которые вернули из Австрии в воюющую во время эскалации, когда сейчас летят уже кинжалы, огромное количество шахедов, когда, ну, вообще бог весть, что происходит, и мы сейчас поговорим дальше о судьбе войны и противостояния. А мы возвращаем детей из Европы, не из России. А куда мы их возвращаем? Что это вообще за акция, на кого это рассчитано? Это акция в фирменный стиль администрации Зеленского и всего этого политического строя, этой худи диктатуры. Такая же, как, например, была фортеця Бахмут. Один мой военный товарищ, имеющий реальный доступ к документам, утверждает, что цена Бахмута 20 тысяч убитых с нашей стороны. Ого. Эта цифра, безусловно, нуждается в проверке, но, тем не менее, он ее называл. Вот он, фортеця Бахмут. Я, ну, потому что люди смотрят и уже привыкли к нашему общению с вами за месяц еще до санкций вообще, я должен отметить, что Алексей Арестович, извините, что у вас в третьем лице, говорил, что скажет эту цифру, когда все пойдет к финалу. Ну, это ремарка, Честно, продолжайте. да, честно говоря, пора уже знать правду. Еще до финала. Потому что они же сейчас еще убьют примерно столько же или в 3 раза больше на очередных 3 фортецах каких-нибудь. И будут убивать дальше безнаказанно, покуда их не остановить. Цифра эта нуждается в проверке. Ссылка на какого-то знакомого, безусловно, не может являться серьезным аргументом в публичном пространстве, но я его специально использую просто для того, чтобы люди задумались. А вдруг действительно это правда? А может меньше, а может больше. Кто его знает. Напоминаю, как была фортеця Бахмут сделана с точки зрения пиар-составляющей. Кто-то в офисе придумал, что надо сделать из этого символ. Бахмут крайне невыгодно было оборонять в тактическом отношении, и там был момент, когда потери, там, которые были 1 к 5, 1 к 7, в силу того, что нападающие наступали нам. У них всегда потери выше, причем российская манера воевать. Они выровнялись, стали 1 к 1, а потом чуть ли не стали мы терять больше, потому что все, кто заходил в Бахмут, их просто кабами стирали там, это и в ноль. И время жизни командира взвода, зашедшего там батальона, было 2-3 суток. В среднем. Говорю на примере конкретного батальона. Поэтому, ну, там были случаи, например, когда человека сняло ТЦК в Одессе, на следующий день в 16 часов вечера, а на следующий день в 15:30 погибал в Бахмуте, не успев принять воинскую присягу. На секундочку.
И в эту топку кидали людей, не дали сформировать третий армейский корпус, который должен был участвовать в наступлении на юге, потому что эпопея Бахмута шла долго. И это не значит, что если бы он там был, у нас бы непременно были бы успехи на юге. Но мало ли, а вдруг дошли бы до Токмака, например. Это важно, железнодорожный, автомобильный и так далее узел. Уже какое-то начертание фронта, логистика и так далее. Все равно, что оно все отвоевывается маленькими шагами. Там и так далее. Но в любом случае и там проиграли. Причем долго. История шла почти 9 месяцев. Месяца 3 из них, последних, можно было Бахмут в таком варианте не защищать. Мы несли абсолютно бессмысленные потери там. Тем более, что за Бахмутом есть гряда господствующих высот, где если бы тогда выкопать нормальную оборону, не было сразу бы после Бахмута последующего движения противника. Как бы на этот самый, в известном ныне направлении. Так вот, Дети. дети – это та же самая схема. Нужна вспышка, сиюминутный хайп, потому что эти товарищи, они про пиар. Пиар в худшем смысле слова. Это не пиар, когда реальное дело, реально сделанное, подсвечивается, говорит, смотрите, как мы можем, но реальное дело. Да? А есть древняя китайская пословица, которую я когда-то в детстве прочитал, и она мне очень мудрость, очень мне понравилась. Я могу ее только повторить. Я несколько раз говорил, повторю еще раз. Китайцы говорят так, что достоин всякого уважения охотник, который достоин всякого презрения охотник, который хвастается у ног сдохшего льва. И достоин всякого уважения охотник, и может хвастаться сколько угодно охотник, который хвастается у ног поверженного льва. Китайцы мудрые люди были. Они говорили, если лев реально повержен, можешь хвастаться хоть всю оставшуюся жизнь. Ты имеешь на это законное право. Ты сделал реальное дело. А если ты нашел сдохшего льва, стал рядом и пытаешься изобразить, то это нехорошо. Это порицается. Так вот, методы, которым действует офис Зеленского, и эта команда всегда одинаковые. Находят полусдохшего льва, какую-то тему, на которой можно очень быстро накачать пафос, эмоцию дать. Последствия, содержание не интересует, причинно-следственной связи, как образовалась эта ситуация, не интересует, и уж точно не интересует причинно-следственной связи в будущем. Детей вырвали из очень неплохой австрийской медицины, одной из лучших в мире, из забот Австрии, как одного из самых спокойных государств мира, самых безопасных, нейтральных, и засовывают под удары ракет. Для чего? Причем, заметьте, эти же люди говорят, нашим военным, да и гражданским, нужна реабилитация за границей. Европа мало нам помогает. Там лучше медицина, там лучше протезы. Мы вот добились, что выехали очередные воины, и их полечили. Значит, эти же люди, ничтоже сумняшися, воинов отправляют, а детей завозят обратно. Причем детей-инвалидов. Но есть вспышка в СМИ. Есть присоединенные фамилии, которые набирают символический капитал. Мы в этой теме, мы заботимся о детях и так далее, и так далее. Если бы не такие, как вы и я, отщепенцы подсанкционные, то многие могли бы подумать, что это действительно хорошо. А так, глядишь, кто-то и задумается, что, может быть, это не так хорошо, когда детей везут под кинжалы обратно и под шахеды. Алексей Николаевич, 6 тысяч погибших солдат. Сначала было сказано солдат, потом, вообще военнослужащих, потом Мединский говорит офицеров. Это немножко такой разнобой внесло. Но суть его слов Мединского в том, что это такой человеческий жест, похороните по-христиански. Мы достанем из наших холодильников, отправим вам. Если у вас есть, причем Мединский говорит, большинство идентифицировано. Если у вас есть на хранении поверженные российские солдаты, погибшие, да, передавайте нам. Это хорошо. Выходит, Умеров говорил, мы договорились 6 тысяч на 6 тысяч обменять. И вокруг этого заплетается очень интересная интрига. Потому что люди сразу начали прикидывать и перемножать 6 тысяч на 15 миллионов. А потом президент выходит и говорит, только 15% примерно там идентифицировано. И вообще нам очень часто передавали россияне своих погибших, типа как это он говорит непосредственно Зеленский. Зачем Зеленский, пускай даже вот такую на
трупах, но дипломатию и ее дискредитируют. А Украина последние 3 года ведет какую-то дипломатию, кроме как на трупах? Все же на трупах замешано. На смерти, на торговле смертью, торговле жалостью и так далее. Поэтому вот если кто-то из этих детей погибнет, не дай бог, которых вернут, они потом скажут: смотрите, проклятая русня, это ж они, не мы. Но это тоже очень давняя история. Значит, в начале переговоров первых, в 22 году, в распоряжении нашей страны было несколько тысяч трупов российских военных. Лежало в наших холодильниках. Мы предложили им вернуть в первом Стамбуле. Они отказались их принимать. Там была другая фаза войны, и им очень не хотелось, чтобы спецоперация сразу, так я так понимаю, это мое предположение, когда 6 или 6,5 тысяч трупов заехало бы, как раз, по-моему, 6,5 речь шла, заехали бы обратно в Россию, потому что они тогда были на надломе и не знали, куда вообще поворачивать оглобли, куда крейсер разворачивать, и не знали, как с этим поступить. Они не взяли. Вот. Но и эта цифра родилась не случайно, потому что этот Стамбул-25 в значительной степени аллюзия и ответы, это контраргументы к тем аргументам, которые были тогда, и аллюзия на те вещи, которые проводились тогда. Вот сегодня решили менять. Там как бы, да, позавчера 6/6. Ну, здесь вопрос такой. С Зеленским мне все ясно, как бы, да, тут уже можно... Здесь скорее гуманитарная составляющая войны. Почему российская сторона начала делать жесты? Например, 2-3 дня перемирия для того, чтобы убрать убитых. Видимо, там в аппаратной борьбе после 3 лет разных проб, закрывать глаза, не закрывать глаза, победила гуманитарная составляющая. Неоднократно и вы, и мы уже говорили, что эта война за последние 80 лет самая гуманная в отношении гражданских. Нигде никогда не было такого соотношения этих самых убитых, раненых, военных и гражданских. В десятки раз меньше гражданских, чем военных. Это не, ну, например, для сравнения, по-моему, во Вьетнаме на 28 убитых партизан приходилось там как бы 100 с чем-то, надо посмотреть цифры убитых гражданских. Или там из сотни 28 было партизан, или предполагаемых с партизанами, остальные гражданские. Ну, что-то такое. Я сейчас точных цифр не помню. Так вот, нуждается в проверке. Так вот, возникает новая гуманитарная составляющая. Давайте обмениваться телами, давайте большие обмены раненых, убитых и так далее. Инициативу управляет российская сторона. Возникает вопрос, а чего они вдруг? Ого. Откуда возникла тенденция гуманизации войны с их стороны? Заметьте, никакого удара орешником по центру Киева нет. Хотя Зе-патриоты, Z-патриоты, вернее, они захлебываются в требованиях там немедленно орешником всех отполировать и так далее. Нет даже страшного комбинированного ракетного удара. Возможно, сегодня ночью случится или там через 3 дня случится и так далее. Вот, но его пока нет. Во время ударов гибнут гражданские, но они гибнут не массово. Совсем не так, как в других конфликтах, которые идут сейчас параллельно. И так далее. И вот появляется еще составляющая гуманитарная по отношению к телам погибших и полю боя. Что демонстрирует Российская Федерация? Прежде всего нам. Таким образом. Они показывают, что эта война, я буду осторожно предполагать, я не знаю, но так выходит, что они носят особый характер. И они очень четко проводят линию между населением и властями, а также населением, которое забрали власти в армию, оно там погибло, и вот сейчас гуманитарная составляющая. Я думаю, это шаг на развитие тезиса, что мы не воюем с украинским народом, с их стороны, что мы воюем с нацистской властью. И когда мы предлагаем гуманитарные акции, все-таки получить тело родного погибшего человека или сидеть в ожидании без вести, это, ну, очень две большие разницы для матерей, например, там, да, и так далее. Это совсем, ну, тут как бы тяжело даже говорить, но это очень разные последствия психологические, там, да, биографические и так далее, и так далее. Вот. Да даже прямые финансовые, если уже считать.
За пропавших без вести одни выплаты, за погибших совсем другие. Вот. И усиление педалирования гуманитарной характеристики – это часть, можно рассматривать как часть обеспечения летней осенней кампании. И если хотите воспринимать это цинично, хотите, приветствуйте это. Но что бы я рекомендовал подумать на какую тему тем, кто любит думать? Или еще не потерял это удовольствие думать? Скорее всего, такой шаг, заявленный на уровне руководителя российской делегации, а значит, одобренный на высшем уровне в России. Это только первый шаг в длинной цепи нового нарратива по разделению хунты и народа. Чем это закончится, мы не знаем. Но я практически уверен, что эта линия будет развиваться. И эта история будет, как Стамеская, они будут пытаться отделять народ и его интересы от интересы властей. Точно как в 17 мгновении весны, когда Мюллер говорит Штирлицу в финальном монологе, как это фюрер не способен принимать решения и не следует путать интересы Германии и интересы Адольфа Гитлера. Они показывают, что интересы Украины – это одно, Россия понимает одним способом, и украинского народа. Интересы тех, кого они денацифицируют и демилитаризируют, там, военно-политического руководства, отдельных националистических батальонов там, и всего остального, как бы все это и товарищи из этого проекта или антипроекта, это нечто принципиально другое. Скорее всего, это будут не только дипломатические усилия, это будет изменение условий переговоров и политических целей, которые ставятся на этих переговорах. Одну такую составляющую мы уже увидели. Обязательная норма чего? Придание русскому языку официального статуса. Это комплекс гуманитарных проблем. В Стамбуле работают 4 подгруппы, работали и работают. Экономическая, военная, гуманитарная и чисто дипломатическая. Так вот, по международным отношениям и так далее. Так вот, гуманитарные, они уделяют огромное внимание. И, видимо, там, это вот по принципу все, что будет уже есть, появились минимальные разведпризнаки того, что они выделяют гуманитарную составляющую как одну из ключевых сегодня. Это означает изменение характера подхода к войне и целей войны, и они обязательно проявятся. Я к чему говорю? Чем это может увенчаться? Осенью, например, может прозвучать совсем другой ультиматум, совсем другими требованиями. Дополненное, издание второе, дополненное или третье уже, и расширенное. И там будет мощнейшая гуманитарная составляющая. А это, в свою очередь, означает, что они определились с проектностью Украины или пространства, которое было Украиной после войны. Мы не знаем, что это будет. Наиболее распространенным вариантом, вы с этого начали вопрос, видели, как чувствовали, опрос, вернее, сегодня. Это будет некий проект 3 Украин. Та, которая будет под Россией, это восток, юг и часть севера, имперские территории, как тот же Щелин говорил. А часть будет западная, куда должна уехать по их задумке вся вот эта галицийская, австрийская составляющая, которая им нафиг не нужна, она абсолютно для них чужда. И некая нейтральная Украина, хотите ее Киевской Русью назовите, хотите там Малороссией, хотите Русью Украиной, как хотите. Логика понятна. Имперские земли, куда вкладывались имперские усилия, мы забираем себе. Они носят исторический, не случайный характер, касаются естественных границ, выхода транспортных коридоров, владения территориями, которые позволяют работать на имперские цели, быть базой имперских целей, имперской политики. Западенцами, как они их называют, там, бандеровцами, надо что-то тоже делать. И поскольку физически уничтожать их никто не собирается во Львове, то, значит, их надо там запереть в этом маленьком гетто. И должна быть некоторая средняя Украина, от которой не требуется вхождение в Россию на данном этапе де-факто или де-юре, которая может даже проводить свою ограниченную политику, что-то типа Боснии. Минимум армии, да, но при этом нейтральная страна, которая там в каком-то статусе существует. Это очень интересное предположение, я хочу только уточнить. Да. Ну, у меня вопрос по делу, что называется. А вот эта западная Украина с вашей легкой руки названа не только вами, а многими уже экспертами землянкой УПА. Она что, отпустит
Вот эту некую центральную Украину? Их Похоже, не, уже спро- нет. их не спросят. Смотрите, это пойдет по нарастающей. Я знаю, что Паша, которого я ужасно люблю и уважаю, выдвинул теорию, мы с ним обсуждали теорию, вот эту оговорку советника президента России по поводу СССР, и он бросил на чашу весов вот этой политической футурологии аргумент о том, что как украинский народ может резко изменить свое отношение к этой войне и ее причинам и перспективам, когда будет поставлен вопрос о земле. Что все, что переписано на всякие западные компании, типа BlackRock, и тезис основной какой, кто не смотрел. Павел говорит, что украинцам ничего в Украине не принадлежит, и единственный способ обнулить эту сделку, вернуть народу право на землю, там, на ресурсы, на все остальное, на собственную судьбу историческую, это признать сделки недействительными, апеллируя к тому, что юридически СССР был распущен неправильно. Это не обязательно означает восстановление СССР, но все, что было после СССР, поскольку процедура неправильная, сделки могут быть признаны, особенно с третьими лицами, иностранными сторонами, международные, могут быть признаны недействительными, по крайней мере, создается юридический прецедент. Я не знаю, дойдут ли до СССР земли, все можно ожидать. Но для меня резкое усиление гуманитарной составляющей, по принципу все, что будет, уже есть, показатель серьезнейшего сдвига парадигмы. Я, в свою очередь, развиваю, как это может быть, на уровне логических предположений с вами сегодня, сейчас. Но я гарантирую, что практически на 101%, если это стало элементом переговорной, значит, государственной политики, уверен, что в Москве определились с послевоенным обликом Украины. И где-то что-то вот примерно туда все идет. Значит, гарантом существования нейтральной Украины будет выступать Российская Федерация. Товарищам из землянки УПА будет недвусмысленно предложено убраться и не соваться, потому что будет бобо и ой-ой. Вот их жалеть никто не станет. Потому что те, кто туда уберется, они не будут считать, россияне не будут считать споридненным народом или как это, братским народом. Это будут отщепенцы, которых не жалко. Хочешь орешником, хочешь кинжальчиком, хочешь чем попало и так далее. Возможности этого образования, зажатого между Польшей, где избрали, как они говорят, польского Януковича и так далее, всерьез сопротивляться в Москве и на территории нейтральной Украины и воевать за ее терены даже диверсионным путем, ну, это очень, скажем так, умозрительная история. Поэтому главный вопрос, два вопроса стоит так, действительно ли они задумали нечто подобное, но это очень похоже. Слишком много мелких указаний, которые сливаются в систему, особенно если знать, как в России принимается на чистой логике государственное решение. Мединский ничего не может вынести на переговоры в качестве реального предложения, распорядиться судьбой ни одного плена, если это не одобрил Путин лично. А второе – это то, что сможет ли Российская Федерация обеспечить выполнение этих самых. Но смотрите, чтобы обеспечить преемственность мирного соглашения в Украине, они же это проходили с первым и вторым Минском. Когда Порошенко, а потом Зеленский говорили им: ребята, да мы за, мы даже готовы согласиться. А у нас Верховная Рада не подпишет. Вот мы сейчас ратифицируем Минск, а Верховная Рада его не ратифицирует. А потому что народ против. И народ в лице националистических батальонов возьмет в осаду Верховную Раду, и она ничего не подпишет. Поэтому бесполезно. Не требуйте от нас подписания, потому что мы-то подпишем, но вы нас поставите в дурацкую ситуацию. Парламент будет против и так далее, и так далее. Россияне этого не понимают. Они понимают так, что если вы беретесь, что-то обещаете, вы должны это выполнить. Как вы будете выполнять, это ваши проблемы. Зачем мы тогда об этом говорим? Зачем вы под это подписываетесь? Они это все прохавали большой ложкой с нами. И теперь, скорее всего, будет так. Они, когда будет заключено в том или ином варианте мирное соглашение с новой властью, со старой властью, промежуточной, и речь будет идти о создании такой системы договоренности межгосударственных, чтобы система коллективной безопасности существовала, была устоявшаяся. Россия, треугольники, как минимум, Россия, Беларусь, Украина, или там несколько Украин. И главная задача, чтобы российские территории были обезопасены со стороны Украины. Там, или тех нескольких Украин, которые будут. Чтобы была безопасность. Поэтому внезапные атаки, накопление войск, присутствие третьих войск. Вот они выставляют требования. Никаких иностранных армий.
никакого ядерного оружия, ни там транзитом и так далее, оружие массового поражения, очень сильно педалируется безопасностная составляющая, но есть политическая. Скорее всего, осенью по результатам военной кампании, а может быть и быстрее, появятся требования следующего рода, что к выборам не должны быть допущены, первое, военные, второе, политические и общественные организации с националистической составляющей. Как вы думаете, насколько это возможно выполнить в целой Украине? Абсолютно Украине, невозможно. не поделенной на части, технически невозможно. Да. А в нейтральной Украине это возможно выполнить? Вопрос, что считать нейтральной Украиной? Ну вот, например, как говорит тот же Челлендж, как бы, ну оно логично, да, гетьманщина в пределах 9-10 центральных областей, которая когда-то была. Ну, должен Если быть гетьман. предположить, что все не демилитаризировано и все не дезанализировано будет в эту Галицию как бы вытеснено поршнем, да, политическим, историческим, останутся люди, которые так называемые хотят жить нормально. Вот я к их числу отношусь. Не Да, просто многие нормально, относятся, просто хорошо, скрывают это, да. да, хорошо и светло. Так вот, в отношении такой буферной державы выполнить это требование намного лучше, намного проще. Особенно, если будет соответствующее политическое руководство и принято совместное решение. Поэтому очень многие планы, заявленные как планы их специальной военной операции, технически, политически и исторически невыполнимы в отношении всей Украины и очень хорошо выполнимы в случае существования 3 Украин. Поэтому, если они от целей не откажутся, а они не откажутся, то возникает вопрос, каким аппаратом политическим они могут обеспечить выполнение этих целей и сохранение преемственности политики. Потому что класс политики определяется способностью обеспечить ее преемственность. Потому что если начнется та же история, ну хорошо, какой-то послевоенный лидер, я подписал, а после меня пришел какой-то военный и все отменил, и опять начал милитаризацию Украины, спрашивается, зачем воевали и зачем, да, нужно теперь воевать второй раз. Только еще более жестче, потому что с первого раза не поняли. Они этого не хотят. Они хотят что? Чтобы была обеспечена политическая преемственность. И самый простой и действенный способ, я не хочу сказать, что они пойдут именно таким путем. Мы не знаем. Но, вот первое, есть признаки того, что они идут таким путем, пойдут, или подобным путем. И второе, это то, что это очень логичный путь. Это часть Украины, ушедшая юг, часть севера и восток, ушедшая под россиян, буферное государство в середине, некая там землянка УПА на западе. Вот это, смотрите, здесь ничего никто нового не изобретает. Это было осуществлено в отношении бывшей Югославии. Условно, очень условно, но таки да, Сербию и Хорватию разделили Боснией нейтрально. Поэтому россияне очень внимательно изучали югославский опыт. Обоснование их действий в Молдове, Грузии, в Украине очень сильно опирается стержневым образом на опыт раздела бывшей Югославии, и в частности на косовский прецедент, одностороннее признание Западом нового государства, отторжением его от Сербии и так далее. Поэтому исторический опыт, там даже финское правительство в изгнании, все, что они делали тогда, там, и прочее, прочее. И они играют Е2, Е4. 3 Украины. Вы знаете, С очень высокой вероятностью. Алексей Николаевич, ну, понятно, я вообще планировал вот эту достаточно большую тему туда немножко в хвост, но мы сейчас перейдем там и поговорим об этом сегодняшнем пожаре, но раз так уже давайте, как говорится, говорить А, говорить и Б. Я только скажу, что всем большое спасибо. 35 тысяч на канале Александр Шелест, 43 тысячи на канале Алексея Арестовича. Пожалуйста, поставьте лайк. Вот лайк, он нужен для того, чтобы подсанкционные, так сказать, на территории Украины закрытые, да, YouTube-каналы, они все-таки немножко, ну, как бы туда направлялись. Даже если вы смотрите через VPN, я там узнавал, ребята, специалисты говорили, вот нужна активность, все равно видит, что вы с Украины, то есть понятно, что мотивировать людей тоже менять страну в настройках и так далее. YouTube тоже это делает, то есть рекомендации немножко, ну как, растормошить можно спустя какое-то время. Поэтому спасибо за активность всем зрителям Алексея и у меня на канале. Давайте тогда завершим вот таким образом. Вы знаете, все так вот опрос, там, да, а Украины не будет, вот это то, с чего мы начинали.
У меня есть один старший товарищ, тоже подсанкционный, а я не буду называть кто, то есть, ну, мы с ним очень долго спорили, да, мы долго там вместе, там, ну, работали, там, коллеги были, и спорили долго. Вот он за, условно, российский, где-то советский, имперский проект, я все равно верил в Украину, и у нас такие очень интересные дебаты были, знаете. И он меня знает как человека, который любит Украину. И вот давеча в каких-то разговорах, вот совсем недавно, он говорит: Саша, а твоя Украина есть? Вот та, которую ты любил? Вопрос, как говорится, на миллион. Нашей Украины давно уже нет с вами, Саша. Ее затоптали, а мы с вами просто пример. То всего лишь под санкциями. Даже госизмены еще не навесили, что странно. Ну, видимо, навесит. Так вот, что я хотел сказать. Давайте уже я вскрою все карты, и, возможно, кто-то, кто не понимал мою позицию все эти годы, начнет понимать. Я, извините за пафос, за метацивилизацию Руси. Для меня украинцы, россияне и белорусы – это три группы оболтусов, которые не дотягивают до статуса русских, исторического такого, или идеального символического, как я это понимаю, как цивилизации добра и света и правды, как я говорил Латыниной. И первыми, вторыми и третьими еще долго нужно заниматься. И открываю все карты вот буквально как на духу. Да. В идеале должно получиться, с моей точки зрения, что-то типа мира полудня-Стругацких, только с Иисусом Христом, потому что без Бога никак. В общем, и я одинаково смотрю на три братских народа, не побоюсь этого, потому что у каждого из них есть свои заблуждения, свои недостатки. А для меня война – это страшная трагедия. Страшная трагедия, потому что брат пошел на брата и действительно убивает. Напоминаю, кто не считает, что брат пошел на брата, и рассказываю, сейчас будет кричать, прежде чем убраться в свою землянку Пашу, який брат на брата, 10 миллионов родственников, граждан Украины имеют прямых родственников в России ближнего круга. Это не двоюродные и троюродные братья, а это братья, сестры, мамы, папы, бабушки, дедушки. Какой бы символическую разницу вы ни навешивали, есть физическая разница – 10 миллионов граждан. Поэтому я болею за все, что происходит между Россией, Украиной и Белоруссией, как за своих. За всех трех. И когда одни свои убивают других своих, это страшная трагедия. Само по себе. Хотя мир полон гражданских войн, и как бы в каком-то смысле развитие Большой Руси – это цепь непрерывная гражданских войн. Это отдельная тема, на которую можно поговорить, но от этого же не становится легче, когда свои убивают своих. А как правильно сказать, когда это делается, потому что кто-то на Западе нанял одних своих убивать других своих, провоцировать и так далее. Я сейчас даже не говорю, каких, потому что и Россия сыграла свои эксперименты объединения с Западом. 20 лет она просилась в Европу и была более проевропейской, да, чем и в ПРО предлагал Путин совместно делать, и Габалинскую АЭС сдавал, и база НАТО была на Волге. Так как они рвались на Запад, нам и не снилось. От Лиссабона до Владивостока. Да, ложились под этот Запад и так далее. И мы тоже там на это, только белорусы как-то. И то часть на Западе, а часть нет. Так вот, когда из нас развели как индейцев, которые за одеяло друг друга убивают, я считаю, что это двойная трагедия. Тройная трагедия – это когда мы вынуждены переговариваться о мире между собой, осознав все это, или даже еще не осознав, в Стамбуле. И я восхищаюсь турками в современной Турции. Османская империя была интересным образованием очень, но в современной Турции я восхищаюсь политикой, которую она проводит. Но, простите, когда-то белорусы, украинцы и россияне 26 войн выиграли у турков. 26 войн. А теперь мы в Стамбуле просим, чтобы они нас помирили, выступили посредником. У меня возникает вопрос ко всей этой метацивилизации, всем этим своим. Я хочу задать вопрос. А зачем мы доеблись до таких мышей? А может, уже нет этой метацивилизации?
Может, ее уже Есть. развалили? Есть. Вы уверены? Да. Вопрос, как кто понимает цельность. Смотрите, государственный деятель или говорящая голова, или даже отдельный гражданин может работать на некую цельность. Цельность всегда носит символический и этический характер, потому что границы меняются даже в Европе каждые 10-15 лет. У нас есть иллюзия, что послевоенная Европа была очень мирной. 33 конфликта внутри стран НАТО. Ну, самые очевидные – Турция и Греция. Самое неочевидное – там Гибралтар, англо-исландские войны рыбные и так далее, и так далее. А про Югославию чего уж там говорить, распад Чехии и Словакии и так далее. Ну вот Германия, на территории Германии с 18 года сменилось 9 государственных образований. 9. Ничего более подвижного, чем границы, двигались в миллион раз. Ничего более подвижного, чем границы, нет. И даже счастливый послевоенный период – это несколько изменений государственных образований и границ. Поэтому цельность не может быть территориальной. Лозунг до границы 91 года идиотический в самом начале. Цельность всегда символическая и этическая. Вы скажете, так нет уже никакой цельности. Я не буду как ссылаться на церковь. Я вам назову просто тот аргумент, который он же использует, но он ни разу не использовал в этом значении. А мы его сегодня использовали, и я его использую еще раз. Минимальные потери среди гражданских. Чудо из чудес за 80 лет всех войн, каких хочешь, Ирак, Афганистан, Вьетнам, маленькая футбольная война между Сальвадором и Гондурасом, никогда не было такого, чтобы так мало гибло гражданских. Исключение – Фолклендская война. Но там гражданских-то не было. Раз-два обчелся, воевали две группировки. Все остальные, когда идет война на двух коренных территориях, на территории России идет война, на территории Украины идет война, и при этом соотношение гражданских за 80 лет, да даже за 100, это впервые такая история. Вот это лучшее доказательство, что эта война идет по особым этическим принципам, радикально отличающийся от всех других типов войн. Как бы с нашей стороны, с украинской, не сегодня, не с нашей условно, по гражданству не радовались тому, что российского туриста съела акула, как бы там повернутые российские патриоты не кричали «убить хохлов до последнего младенца», мы имеем материальный факт, который чем-то нужно объяснить, даже если вы атеист и не верите в этику и символический капитал. А почему гражданских гибнет так мало? Ну, не было за 80 лет нигде такого. И вот это очень печальный, но очень знаковый пример, что здесь особое этическое пространство. И в рамках этого особого этического пространства столкнулись из символического капитала две силы, которые жестоко воюют между собой, как военные, беспощадно воюют. Но при этом в целом гражданских стараются трогать по минимуму. Воленс-ноленс, как говорится. И это негативный пример, но пример, что это особая война в особом пространстве. Значит, цельность существует. Вопрос, кто на какую цельность работает. Есть Значит, расход. Подождите, я хочу одно предложение с да. вашей разрешения. Есть расхожая тоже для иллюстрации. Есть расхожая шутка, очень любят ходить про сложную судьбу Украины, что один и тот же семья жила в Венгрии, Чехословакии, Советском Союзе, Австро-Венгерской, не выезжая из Мукачева. Ну так это же как раз и иллюстрация тоже на нашу сторону. Смотрите, в сторону нашего аргумента. Существует особое пространство, которое может менять государственные формы, но судьба его не меняется в целом. Вопрос, кто на какую цельность работает. Это семья или этот раввин. Часто евреи рассказывают про раввина. Он же 9 раз, сменилось 9 государств, он 9 раз получал разные паспорта. И по идее от него требовалось в это бурное историческое время, чтобы он каждый раз декларировал присягу гражданина или приверженность данной конкретной цельности, одна из которых существовала 1,5 года, другая 2, одна 4, там, и менялись постоянно. Теперь вопрос, а можно ли, что такое, на какую цельность работает сегодня гражданин Украины, например, Арестович? На ценность государства 91 года оно никогда не будет государство 91 года. Нашу Украину, которую я очень, очень любил и люблю, но которой уже нет, и и последующий, который на нас с вами санкции наложил, фактически лишив гражданства, потому что по набору фактических ограничений юридических это лишение гражданства. Ну, плюс еще закон, да. что тебе за чужую карточку нельзя пирожок купить, потому что посадят того. Лишили средств существования. Как бы, да?
Поэтому только паспорт не отобрали. Теперь вопрос, как бы, Арестович, а чего вы не сражаетесь на фронте? А чего я должен сражаться на фронте против своих? В рядах своих против своих. За что? За временное государственное образование, которое наложило на меня санкции и запрещает мне говорить на моем языке? С какой стати? Это предельно нелогично. Я в 1982 году свой выбор сделал, когда я впервые увидел мозаику на станции «Золотые ворота». Я увидел этих князей и понял, вот это моя цельность. На эту цельность я буду работать. То, что мне выдали когда-то паспорт Украины, ну так если бы я жил в Мукачево, мне 9 паспортов могли выдать за мою жизнь. И что теперь? На какую символическую цельность я должен работать? Эта война будет идти до тех пор, пока белорусы, россияне и украинцы не осознают, что есть особое этическое символическое пространство, внутри которого им бы убивать друг друга как бы слегка не с руки. Внимание, сколько бы государств внутри этого пространства не существовало. Пример. У арабов есть единое символическое пространство и 19 политических образований, 19 государств. 19. Израиль когда-то был в древние времена Израилем Иудеи. Имел два государственных образования, крошечный, малюсенький Израиль. Сколько англоязычных государств существует, объединенных единым пространством? Даже короной британской объединенных. От Австралии до Канады. Нифига себе размах. И в мире специалистов по ИПСО существует шутка, которая звучит так, что лучшие ИПСОшники в Британии, они сумели убедить мир, что Британской империи больше не существует. А она существует. Альянс пяти глаз – это британский альянс, по сути. Хотя американцы во главе. И так далее. Поэтому, да и Америка, честно говоря, в значительной степени часть этого пространства. Хотя о ее судьбе можно поспорить, и вы спорите с тем же Пашей. Поэтому для меня цельность никогда не менялась. Вечно переобувающийся Арестович со своих 7 лет, когда я в 1982 году это увидел, на день 1500-летия Киева, один раз выбрал пространство и не собирается ему менять. Не моя заслуга, не моя вина и не моя ответственность. То, что здесь 3 государственных образования. Было одно государственное образование, стало 3 государственных образования. Завтра может быть еще 6 государственных образований. Потом опять сольется в одно государственное образование. Мне все равно. Мне важно, что символическое этическое единство того, что называется Русью. Алексей Николаевич, мы с вами, очень, очень интересно, кстати, и это все друг за друга цепляется, хотя я там по-другому видел этот бурный день, но мы поговорим еще о бурном, мы никуда не уходим по понедельникам. Я считаю, что это очень важная тема. Так и белорусы, да? Я, если честно, заметил, тоже в своих эфирах с разными экспертами эту тему поднимал, но она как-то не поднималась. Не поднималась. Потому что, периодически там чего-то где-то какие-то, там сейчас вот учения будут 2025, где-то вот что-то с военной точки зрения поднимать. Все военные эксперты говорят, понятное дело, что если Беларусь вступит в войну, нам не поздоровится, потому что линия фронта расширяется неимоверно, но они не вступят. Они не вступят. Потому что Лукашенко, потому что там люди, потому что не до того. И поэтому все как-то так вот ни шатка, ни валка. Но в начале этого года Зеленский, живе Беларусью, в обращении для украинцев сказал, новогоднем. И периодически, вот совсем недавно, вот сейчас тоже, спросите у своей разведки, что готовится в Беларуси. Есть такое чувство, что, вот вы так сказали, эта война не закончится. Надо два дела делать Зеленскому. Дело первое. Если гражданских гибнет мало, надо гражданских делать военными. Запирать всех в бусики, отправлять на фронт, учебка, не учебка, чтоб умирали. Вариант второй. Надо хоть тушкой, хоть чучелом втянуть Беларусь. Это такая стратегия, и похоже не самого Зеленского. Это, похоже, задача. Что вы об этом думаете? Здесь мы вынуждены менять словарь и переходить к категориям типа англичанка гадит, британцы и так далее, и так далее. Давайте попытаемся между Сциллой и Харибдой, между скользкими камнями, так сказать, этими пройти. Наилучшим выходом для землянки УПА и для Зеленского лично было бы очень долго длящаяся война, в которую постепенно бы вступила Европа и США на стороне Украины.
Прямо обеспечить они это не могут, но это обеспечивается двумя путями. Первое, тремя. Выполнением забаганок и пожеланий той части, которая хочет, чтобы Украина была вечной Северной Кореей против Южной Кореи. Как британский один полковник недавно, все бурно обсуждали на прошлой неделе, сказал: а давайте ядерное оружие Украине восстановим. Ну, Северная Корея. Нищее население, диктатура и ядерное оружие будет сдерживать Россию. Раз. Второе. Как бы вечно воевали или вечно сдерживали. И те стороны тратили, и та эта сторона тратили огромные деньги, основные усилия на военное развитие. Как бы, да, и самообнуляли друг друга, самозамыкали. Царство, разделенное внутри. Второе – это сохранение личной власти во всех его аспектах, от мирового признания до там, денег, бонусов и всего остального. Да и в конце концов, ну что, сейчас на пенсию идти, фильмы снимать или в фильмах сниматься? И быть преследуемым по закону за то, что ты натворил? Нет. Надо, чтобы твоя судьба, как говорит тот же Паша, не была, как у Сикорского, над Гибралтаром. Приходится тянуть. В конце концов, это вопрос личного выживания. То есть силы на Западе, которые мечтают, чтобы тут мы, как индейцы, продолжали драться за отравленное одеяло. Второе, сам Зеленский, который тянет просто потому, что вытянуть не может, да, и хочет жить, и его окружение. И третий фактор, точнее, способ – это бесконечное, то есть выклянчивание денег, с точки зрения Зеленского, давайте все-таки, как вы просили, выклянчивание денег, продление себе жизни и провокации всевозможные, которые эскалируют войну и усиливают, и маховик раскручивают, и призваны волей и неволей втягивать западные государства, которые и так в ней участвуют. Потому что вот разговоры про Таурусы, про там, снятие ограничений по ударам, да, и так далее. Россияне же недвусмысленно говорят, российское политическое руководство говорит, что ребята, однажды прилетит по заводу в Германии, если так будет продолжаться. Если не орешник, то какие-то дроны подъедут, точно так же взлетят, и что-нибудь случится, или диверсия. Ну, так же нельзя, вы участники войны. Соответственно, полетит обратно. А наших стратегов, которые там вокруг него толпятся, они это все очень сильно устраивает. Потому что если втягивается Европа в войну, первое, они выполняют историческую роль, значит, с них снимаются... им прощается многое по принципу «наш сукин сын». Второе, они получают шанс там как-то отбиться, сохранить часть территории, а значит и власть, и стать героем еще на этой территории. Потому что с Европой всяко веселее воевать с Россией, чем без Европы, правильно? Вместо того, чтобы потом проиграть войну и где-то по Канадам шарахаться от каждого припаркованного самоката, как бы первая судьба лучше, чем вторая. Потому что Россия по опыту борьбы против Ичкерии или Чечни, как хотите ее называйте, в течение 10 лет расправилась с основными, этим. То же самое будет с проигравшими, недонацифицированными с украинской стороны. Поэтому и они это знают. Да и западные, честно говоря, беречь их не станут, потому что они слишком много знают. Поэтому они в буквальном смысле борются за существование. И, конечно, втягивание Европы в мировую войну и Соединенных Штатов, и с Россией – это для них золотой вариант. В абсолютно хладнокровном рассуждении, хотя и не в хладнокровном, а чисто пафосном, да, они тоже этого хотят. Поэтому, да, индейцы не просто воюют за одеяло со своими, то есть индейцы с индейцами в этом смысле. Разные племена, но в целом они индейцы. Есть белые, а есть индейцы. А во-вторых, они еще добровольно хотят, чтобы, так сказать, началась всеобщая бойня, и еще белые все включились, туда, и помогали хорошим индейцам против плохих русских индейцев, российских индейцев. Я повторяю свой вопрос. Славяне, вам не стыдно, что мы до этого доеблись? Разводящими у нас турки, натравливающими нас, наускивающими у нас британцы. Немцы решают, какими ракетами мы будем бить друг другу по головам. Вы серьезно этого хотели? Мы за это все сколько, 1500 лет от Владимира Великого мы шли к этой вершине нашей эволюции. От Владимира Великого до Владимира Зеленого. До Владимира Зеленого. Да. Мы шли именно к этой вершине эволюции. Честно, русские, украинцы, белорусы, вы этого хотели? Так вы понимаете кульминацию своей истории? Смотрите, надо понять нашу позицию. Государственных образований здесь может быть 50. Или одно.
Для кого-то это сверхважная тема. На самом деле, с той точки зрения, с которой я предлагаю смотреть, почему я вынужден использовать такие оксюмороны, как мета-цивилизация и так далее, и так далее. Потому что это, чтобы показать, насколько оно над политикой, что это символическое, этническое и этическое пространство. Но в конце концов, когда люди идут умирать и убивать, они никогда не умирают, не убивают за политику. Они всегда делают это за символы и за этику. Этика их ведет. Теперь вопрос, почему наше общее пространство эксплуатируют уважаемые британцы, уважаемые немцы, уважаемые американцы, уважаемые турки, уважаемые венгры, заставляя нас с вами убивать друг друга в рамках единого пространства. Повторяю, это не политика. Политически здесь может быть одна империя или 150 маленьких государств. Но даже 150 маленьких государств не обязаны воевать с друг другом в едином пространстве. Слышали такую притчу, наверное, что царство, разделенное в себе, не устоит? Меня очень долго, люди же подсознательно чувствуют, что от Арестовича пахнет не вполне украинским духом, каким-то другим. Они думали, что это дух российский. Это не так. Для меня что украинцы, что белорусы, что россияне. Так от вас, россиянам, тоже русским Да. духом не пахнет. Не пахнет аж никак, да. Достаточно почитать, что россияне про меня думают. Поэтому мне что украинцы, что белорусы, что россияне. Я исхожу из другого пространства, сужу с другого пространства. Так вот, я хочу сказать, я вижу в российской политике, в российском способе ведения войны, в российских целях огромное количество вещей, с которыми я категорически не согласен и критикую их максимально жестко. У латынина это часто там имперское, неимперское, правильное поведение, неправильное, там этическое, неэтическое. То же самое по отношению к Украине, то же самое по отношению к Беларуси. Про нас, про всех есть что сказать. Но я работаю на общую цельность единого, всю дорогу работаю с 1982 года, на общую цельность единого символического и этического пространства, которое условно называется Русь, та Русь, которую покрестили, Владимир покрестил, земля русская. Я этот путь выбрал тогда, сворачивать с него не собираюсь. Он может выглядеть сейчас смешно, над ним можно посмеяться, но это так и есть. Я готов за это убивать и умирать. Крайний критерий. Если уже на то пошло. Вести политическую борьбу, да, риторическую борьбу, идеологическую борьбу, этическую борьбу, религиозную борьбу и так далее, и так далее. Я одинаково воспринимаю как вам сказать, категорически неприемлемо. Я даже могу понять гражданские войны между своими. Всю дорогу все свои... Внутривидовая борьба самая тяжелая. Всю дорогу на Руси усобицы, все воюют и так далее, и так далее. И оно очень горько, но понятно. То есть меня не удивляет война Украины, России, возможно, война Беларуси и Украины, там вступление Беларуси в войну. С этим понятно. Это с 1000 лет как воевали, так и воюют. Но когда это за одеяло западные, и как это с мирными переговорами в Стамбуле, вот это как бы я уже... с этим я, простите, согласиться не могу. Да, За спины одеяла, за похлопывание по щеке, да с переговорами в Стамбуле. Простите, а мы не можем воевать сами и мириться сами напрямую, если уж сильно захотелось повоевать? Зачем нам турки и Трамп? Зачем? Ответы можно найти очень легко, потому что на чьи воюет украинская сторона, на чьи воюет российская сторона, и чем и на чьи. В общем, это как бы дискуссия такая. Я думаю, что в принципе сейчас много будет комментариев. Кто-то согласится, кто-то не согласится, кто-то, как вы Плевать сказали... на комментарии. Здесь о другом речь идет. Здесь идет речь о том, что вся эта история будет продолжаться. Я же говорю, не так война страшна между своими. Я хотел выход спросить. Сколько война с подачи товарищей, да, которые торгуют одеялами аспидными, которых мы себе в 91 году записали в начальники добровольно. Россия огромная, самодостаточная, 25 лет на коленях ползла, пытаясь вступить в Евросоюз, в НАТО, еще что-нибудь, умоляла, чтобы их только похлопали по этому самому. Украина в Конституцию это вписала. Самыми мудрыми оказалась государственная власть Беларуси. Никуда не вписывает, хоть эти достоинства сохранили. Хотя вопрос о китайских инвестициях
И объеме китайского представительства в Беларуси тоже отдельный большой вопрос, но тут уже вопрос, как бы, как они сохраняли независимость, и не было ли это единственным доступным выходом в этой ситуации, да, чтобы не быть полностью поглощенными Россией. Но хорошо, ну воюем, хрен с ним, уже воюем, да. Поразделились, поделили армии, надавали присяги, воюем ради там политических каких-то целей, допустим, в рамках единого символического этического пространства. А почему нас мирят кто-то другой в других странах? Чтобы уже турок лишний раз не педалировать. Почему Беннет нас должен был мирить в начале войны, израильский премьер? Почему Эрдоган? Почему там кто угодно? Почему Борис Джонсон приезжает и рассказывает, там, кто как должен воевать? Мы что, напрямую не можем сесть и поговорить? Мы дальше воюем, как мы воюем, не воюем. Не так страшна война. Страшна, что эта война инспирирована со стороны и ведется за одеяло. А мы в роли индейцев. Вы хотите быть в роли индейцев? Я не хочу быть в роли индейцев. Хотите воевать? Воюйте. Политических образований может быть 500. Междоусобные войны между князьями – вечная история Руси. История Руси – это непрерывная гражданская война. Какого хрена нас мирят в Стамбуле? Понимаете, вот вы как говорите о метаобразовании, к такому же метапатриотизму и взываете, который тоже утерян через Как утерян? пропаганду. Возможно ли патриотизм в отношении этического и символического пространства? Патрия – это же родина в смысле политического образования. То есть там, начиная, сейчас мы должны уходить в аллюзии, там политическая нация, не политическая нация. Всегда патриотизм заканчивается одним и тем же. Патриотизм – это последнее прибежище негодяев, сказал один очень умный человек. Это политическое понятие, созданное для и в рамках политической борьбы. Когда человек называется патриотом, я понимаю, он идиот. Или просто очень хороший человек, идеалист, который не разобрался и употребляет слова, не понимая их значения. В исламе есть очень правильное отношение к патриотизму. И, по-моему, пророку Мухаммеду, пусть Аллах его благословит и приветствует, ну, как-то так очень мне цитировали мусульмане, я не берусь за цитату, но очень язвительная, даже близко к казарменному отзыв о тех, кто называет себя патриотами. Имея в виду, что перед Аллахом все равны, перед Богом, и мыслить нужно соответственно, а не приписывать, да, какому племени ты там из яиц своего отца, извините, выскочил. Это не цитата, это я уже дополняю от себя. Поэтому и ты это не выбирал. Поэтому гордиться тем, чем ты не выбирал. Веру можно выбрать, а гордиться чем ты не выбирал, а по факту биологического рождения, ну, можно гордиться и драться из-за цвета глаз или цвета волос. А есть еще, как яйца разбивались с тупого конца или с острова и так далее, и так далее. От человека, как от разумного существа, требуется сознательный выбор принадлежности. Недаром вера вменяется в любой религиозной системе, вменяется в подвиг, потому что ты самостоятельно выбираешь. Ты говоришь, я буду жить, исходя из вот этого этического кодекса, и разделять этот символический капитал. Не потому, что меня так родили, а потому, что я так выбрал. Выбор нужен, сознательный выбор. И даже если человек воспитан только в этой системе, никогда не видел других, он в взрослом состоянии, поддерживая ее, переподтверждает, берет на себя авторство за эту систему. Ну, хочется воевать политическим образованием, понятно, но я не устану повторять этот вопрос. А мирят нас в Стамбуле, какого хрена? Зачем нам Макрон в посреднике? При всем уважении к Великой Франции, там, Макрону. Зачем нам Трамп в посреднике? Почему нельзя напрямую? Напрямую, подождите, напрямую с кем? Это, конечно, это очень хороший риторический прием, но так а с кем? Подождите, с Ермаком, который отправляется в США, да, встречается с Келлогом, там, ладно, уже как бы это уже дело такое, у которого нашли региональная журналистка, там, она нашла местная маленькая медиа, у нее просто сайтик информационный, такая как редакция, как газета, опубликовала скрин о его банковском счете Ермака. И на нее налетели, завалили, задушили там ботами, DOS-атаку сделали, в общем, счет из Ермака. Мне тоже приходил этот счет, но она сделала об этом, ну как, многим приходил. Люди рассылали, видимо, там пытались, но она сделала материал об этом, потому что, не перепроверив, указала, что это все минус. Другие, скажем, кто будет? Умеров
Умеров на переговорах, у которого в Америке вся, так сказать, родня, американский паспорт, все об этом знают, нормально говорят, потом еще лапшу вешают, говорят, не-не-не, это он в Америке украинские получал паспорта. Ага, он представляет нашу страну на переговорах с Мединским. Ну, то есть элита вот эта, она не просто с одеялами, она с принадлежностью не к этому. То есть вы на что намекаете? Что политические внуки вождей, продавших нас за спины одеяла, не способны уже выйти из этой петли? Да, не способны. Именно. Поэтому история их уберет, их не будет. Причем не будет в кратчайшие сроки. Я политическому образованию, которое Украина на границах 91 года, оно же уже не существует. Не будет никогда границ 91 года. То есть его и нашей с вами Украины уже нет. Ее нет этически, нет символически, нет даже территориально и политически. Будет какая-то другая Украина, но я вас уверяю, что тот остаток с центральной властью в Киеве, осуществляющийся контроль, как это, проправительственной территории, как там западной политологии и медиа это формулируют, она не перейдет границу 32-33 года. Будет ли там после этого три Украины? Или какие-то, или что-то, нечто принципиально иное, какие и сколько политических образований, это вопрос, ну, в конце концов, вторичный по отношению к той рамке, которую я держу, по крайней мере, сегодня. Стараюсь держать во время этой передачи. Повторяю, у арабов 19 государств на единый символический и этический этот самый кодекс. Ну, а у славян там условно больших русских, разделенных на украинцев, белорусов и россиян, ну, сейчас 3, может быть 6. А во время гражданской войны здесь было 65 квазигосударственных образований. Там и прочее, прочее. Поэтому это все, политика, она как море. Сегодня такая погода, а завтра такая погода. Теперь вопрос. Ну, помогли вам эти ваши ляхи? Хороший вопрос. Из правильной книги, правильного произведения. Из правильного произведения. Значит, друзья, значит, давайте, я вынужден, это просто очень важный момент. Я очень ждал тоже эфира с Алексеем Николаевичем, чтобы его задать. Я задаю один вопрос, и мы переходим к общению с вами. Значит, история, которая померкла. Я не буду спрашивать о Крымском мосте. Ну, если захотите, 2 слова скажете, не захотите, не говорите. Ну, смотрите, ну, опять-таки, выпечили этого малюка, начали считать на поверку. Нет, успех большой, там, потому что даже один пораженный самолет – это большой успех. Но больше дыма, больше пиара. С Крымским мостом вообще какая-то лажа получилась. Ездят и ездят по Крымскому мосту, хоть пытались ударить 2 раза. То есть, но уже Малюк дает комментарии, заготовленные заранее, это по тексту видно, о том, как они бомбанули, Бог любит Троицу, и вот в 3-й раз, и мы, ну, в общем, лажа какая-то с мостом. Меня интересует военная составляющая. Суммы, фактически, если берут населенный пункт там, Хотинь, да, то это уже означает начало операции битвы за Сумы. Туда прилетело достаточно мощно, 4 человека погибло, это гражданские, там раненые есть, про военных ничего не сказано, в центре города угроза Сумам нависает. И в этот момент развивается душещипательная история с командующим сухопутных войск Дропатом, который пишет наотмашь вот этот свой, причем такой, что хочется взять, похоронить вооруженные силы Украины, и которые уже никогда не воскреснут, ни дух, ничего, и вообще все. То есть все как-то так ахнули. Но все не успели ахнуть, потому что там же мы бьем по самолетам, поэтому вроде как перебилась эта история. Но сегодня Зеленский, верховный главнокомандующий, делает полную ротацию не только самого Тропатова, он теперь ООС, он остается в армии, у него задание президента и Верховного, все. Меняет дроновода главного, Птахы Мадяра, вот этого Мадяра ставит, там еще делает замены. То есть у нас идет перетурбация серьезная. Да? И это все на фоне, фактически уже такого, на тоненький фронт. Скажите, пожалуйста, в чем беда ВСУ сейчас? И 2 слова о Сумах. Беда ВСУ такая же, как у всей Украины, потому что армия – это слепок общества, в буквальном смысле, и слепок политической системы.
как бы, да, первое, никто не понимает, за что воюет, по большому счету, потому что символического, этического капитала, объединяющего всех, нету. Есть негласный этический кодекс, но, как говорил Паша, опять же цитирую его, в заочной полемике, 1000 лет тут воевали, все 1000 лет здесь воинский кодекс и так далее, но у обеих сторон сражающихся, но общего этнического, я не понял, это одессита, и который там, да, например, там вырос на фильмах Молдаванка. Одесской киностудии, да. А, И вот Наталью Пипу, народного депутата, который там одесского подростка несовершеннолетнего посадила в тюрьму, как это, задержала, совершив уголовное преступление, не уведомляя даже родителей. Что объединяет вообще на уровне символического капитала? Паспорт герб, гражданина. гимн, флаг. Паспорт гражданина Украины. Так, ну вот вспоминаем семью из Мукачева. 9 паспортов за жизнь поменяли. И что теперь? Теперь размениваться каждый раз. Вот человек поменял паспорт, он должен сразу клясться в верности венгерскому королевству, венгерской культуре. Через 2 года приходит Чехия. Значит, чешской. Через 2 года и пошло по Рейх, потом и так далее, и так далее. Ну как это? Есть какие-то вещи, которые больше паспорта. Вот это нужно понять. Намного больше паспорта. Так вот, единого капитала нет. А единые способы заниматься проституированием и коррупцией есть. Потому что начальство выполняет политические заказы, укладывая людей тысячами ради. Смотрите, это ж, мы все смотрим за беспилотниками. Мало кто говорит и может осознать, какую цену платит пехота за один идиотский приказ, за держать линию. Мы поставили себя в самые невыгодные ситуации. Почему удалась операция против Крымского моста и против, хотя там его повредить невозможно таким зарядом, всерьез, но против бомбардировщика? Потому что внезапность была достигнута. Внезапность – это главное, чего надо достигать в военном деле. А мы лишены внезапности на тактическом уровне. Что противник всегда знает, как мы будем себя вести. Потому что у нас политическая установка – держать линию. Вместо того, чтобы свободно маневрировать. И каждый второй украинский солдат убит только из-за того, что существует политическая установка держать линию. Убит, пропал без вести, ранен, покалечен. Это полный идиотизм так вести войну. Тем не менее, ее ведут так. Потому что генералы заходят в офис, надев штаны задом наперед фирменные, расстегнув ширинку заранее. Поэтому, как бы, да, огромное количество воровства, коррупции, некомпетентности и прочее, прочее, прочее. Вот это как в обществе, так Ну это и же в... так смешно. Ой, Дропатый, не справился Смешно, ты. Не справился смешно, ты. если бы люди не умирали от этого. Смотрите, командование Объединенных сил – это неудачный эксперимент, попытки около натовского реформирования до этого самого. Это телеги «Пятая нога», там несколько сотен офицеров сидит, которые там, оно как цельный орган не работает, их раздергивают, распихивают по штабам АТУ, АСУФ и так далее, и так далее. И его с одной Филькиной должности передвинули на другую Филькину должность. Если бы его сделали командующим, главнокомандующим, начальником генерального штаба, еще что-то, на такие смелые, тогда было бы, да, на такие смелые решения они сподобились, задвинули с одной Филькиной должности на другую Филькину должность, которая якобы боевая и даже сейчас должна командовать вновь созданными корпусами, но на самом деле это мертворожденная структура, которая пятое колесо в колеснице Гедеона, понимаете, да, поэтому это все. Алексей Николаевич, ну и по суммам очень, очень тревожная ситуация. Сумма это трагедия. Потому что пока все радуются самолетикам и подрывам опоры, которая не подорвалась, противник имеет все шансы, да, взять Сумы в осаду. Ну, там, как бы, или там значительные части Сумской области захватить. Поэтому это создает совершенно иную оперативно-стратегическую, тактическую, потом оперативно-стратегическую ситуацию в зависимости от плацдарма российских введенных сил. Но поскольку они используют там одни из своих лучших мобильных подразделений с хорошими традициями, 76-ю, 155-ю бригаду морской пехоты и так далее, то показывают, что они большое значение уделяют этому. Да и группировочка там достаточно приличная. Называют 50 тысяч, 80, разные и так далее. Но если мы теряем город на севере или полобласти на севере, это совсем другая ситуация. Это не так далеко от Киева. И Курская ситуация перевернута на 180 градусов сильно не в нашу пользу. Выбить их оттуда у нас не хватит сил. Вот они с корейцами, но очень долго, почти за год, но выполнили задачу выбить нас с Курской области, а мы их не выбьем.
И это совсем другой аргумент на переговорах, совсем другая обменная история, пиар-составляющая и прочее, прочее. Но пытаться будут выбивать, и будем нести там дополнительные потери. В общем, это целая история. Нам воткнули еще одну рану в боку, сделали. Да где? На северной границе. Поэтому для россиян это еще моральная компенсация будет, потому что в 22-м они суммы позорно проиграли, а сейчас как бы могут переиграть. Поэтому не скажу, что тенденция замыливать опорой Крымского моста и беспилотниками, атаковавшими стратегические бомбардировщики, провал на севере, всеобъемлющая, хотя бы потому, что ведомства разные. ЗСУ проигрывает, да, а СБУ получает успехи. Но в целом на уровне государства, там, где они координируются, на уровне ставки, на уровне информационной составляющей, да, есть замыливание гражданам Украины ключевых кричащих тем сумм. Потому что сумчанам, которые эвакуируются там, да, сейчас предлагается радоваться, что мы уничтожили страшный Ту-95 где-то в Иркутске. А то, что у него дом разбомбили или практически навсегда забирают, и надо превращаться в беженца, это совсем другая история. А результат это Крым, результат это все прямой курской авантюры. Вот и все. Да, друзья, ну вот видели вы на карте суммы, да, по фронту там есть продвижение на востоке, конечно, есть там полукотлы, тактика, она в принципе не меняется. Мы поговорим еще о фронте в следующий раз. Ну, я вам назову только одну цифру. Чуть больше 20 километров между выступом, который с востока Константиновку окружает, и с запада. Это ничто, это простреливает артиллерию уже. Там маленький симпатичный котел, который схлопнется прямо на Константиновку. Поэтому и он не один там. Но вот эта цифра заставит задуматься многих. Ну, Просто как показать. вот эту имеет Алексей Николаевич историю, вот такую, да, то есть... Вот эту сейчас покажу. Да, я уже Вы уже показываю, поняли, да? вот здесь, вот она. Мгм. Вот, Непосредственно, вот она. поэтому... Сейчас. Вот. Да. Ну, я хотел тоже нарисовать, но вы уже показали на Я уже экране. готова есть, чтобы не рисовать. Да, на экране есть, собственно, вы видите. Видите этот котел, на самом деле это вот это вот расстояние, но на самом деле, скажем так, это все трагедия вот этих мини-котлов вот здесь, да, вот здесь Старая Николаевка, уже все забыли, хотя возмущались, и дальше, и дальше, и дальше. И примечательно, что выходят вот и как на севере, да, таким же, ну, таким же макаром, да, и вот здесь точно так же, да, вот зеленый кут, вот этот Алексеевка, Константинополь, о котором, я помню, мы все говорили, будет ли битва за Константинополь? Будет. Вот уже она уже прошла. И, соответственно, так идет и дальше. Просто тут непонятен другой момент. Вот здесь начало движение быть на Запорожской области, Алексей Николаевич. И Сырский о нем прям говорил лично. Ну, успели объявить началом летнего наступления. Да. Но пока не похоже. Я думаю, что они будут последовательными, а запорожское направление будет педалироваться тогда и только тогда, когда они поймут, что у нас образовались лишние резервы, которые могут идти на донецкое направление. Смежное. И поэтому нужно напрячь наши силы в Запорожской. Создав реальную угрозу Запорожья, да там до него не очень много осталось, честно говоря. Важнейшему промышленному району, частью кластера, последнего уцелевшего промышленного кластера Днепр-Кривой Рог Запорожья у нас. Поэтому, благодаря которому мы еще как-то похожи на промышленную державу. Вот. И эта угроза будет, безусловно, заставлять вновь назначенных генералов снимать резервы, не пускать резервы на Донецк, а кидать их на запорожское направление. Поэтому как вспомогательное, да. Перенесут ли они туда главные усилия, не думаю, потому что с политической точки зрения логично добиться полного успеха в Донецк, получить Донецкую, Луганскую и выдвинуть еще один ультиматум. Следующее будет Запорожская. И Херсонская, уходите по добру, по здорову, либо возьмем силой Херсонскую, Запорожскую, чутка на севере, пол Харьковской, пол Сумской, а потом займемся Одессой и Николаевым. Как бы, да. Если уж так. Да, значит, друзья, ну, как бы обзор такой короткий, но тем не менее, все понятно. Спасибо большое. 38,5 тысяч на канале Александра Шелест, 48, почти 49 тысяч на канале Алексея Арестовича, несмотря на то, что время позднее. Спасибо большое за лайки и поддержку. Подведем итоги опроса на канале моем, значит, философский вопрос, но сегодня действительно, как бы рамка, которую в этой программе держал Алексей Николаевич, она, наверное,
подхлестнуло голосование. 27 тысяч голосов мы получили. Если не станет Украины, то мир 5% проиграет. 11%, что за чушь, Украина будет всегда. 24% выиграет и 60% не заметит. Вот такие, собственно, итоги. Вот такие результаты. Алексей Николаевич, ну что, пройдемся по вопросам, да? Я за. Поехали. Значит, вопросы на протяжении эфира вы добавляли по QR-коду, поэтому режим Блиц постараемся многих, так сказать, ну, как бы, да, удовлетворить в этом смысле общение, да, вот такого, потому что спасибо большое за поддержку и за, конечно, ваши вопросы. Значит, вот моя мама говорит, что Арестович это врун, а я говорю, что когда вырасту, хочу стать как Арестович. И в чем я не прав? Уважаемый Гига, хорошее желание, иногда родители, ну, скажем так, ошибаются. Бывает и так. Алексей, следую вашему совету. Не смотрю марафон, игнорирую землянику в соцсетях, не помогает. ТЦК есть, выборов нет. Может, нужно какое-то другое лекарство? Спрашивает совета пользователь. Какое лекарство в этих условиях? Лекарство в этих условиях одно лекарство. Держитесь своих. Выживайте как можете. Надежд на политические перемены нет. Они могут быть осуществлены только военным путем. Поэтому, к сожалению, политическое образование Украины, перед тем, как оно не Украина, как культура, украинцы, а политическая земля, а политическое образование Украины. Еще очень много людей затянет с собой в могилу, прежде чем умрет. Потому что дало себе сожрать этой самой зеленки упа. Олег, два вопроса, ну таких, саркастических. Когда ваш культ личности будет официально зарегистрирован как религия, смайлик? И второе, более серьезный. Вы когда-нибудь устанете быть пророком? А мне я не напрягаюсь, вы знаете. Володимир Мироняк, дякую Олексію за роботу. Можете спитати його, будь ласка, чому він вважає, що патріоти сидять в Канаді та США, хоча насправді я та всі мої знайомі з США не підтримують те, що відбувається в Україні, та проголосували ногами. Також, яка доля чекає українців у США з теперішньою владою, яка усіма силами хоче їх витиснути? На думку Олексія, чи дадуть нам можливість тут закріпитись? Ну, давайте по порядку. Первое и самое главное. Значит, прошу меня понимать правильно. Я апеллирую к очень узкому и очень маленькому слою людей, которые делятся условно на деятелей диаспоры первой, второй, третьей волны иммиграции, то есть начала 20 века или послевоенной, там, после УПА, которые тяготели к лагерю Бандеры, сугубых теоретиков и пытались там бороться с Россией, сидя в Канаде. Есть и такие люди, которые живут сегодня в Инстаграме, и тоже, сидя в Канаде, борются и в США, борются с Россией изо всех сил. Но есть же и миллионы людей, которые сказали политическому образованию, которое сожрало землянку ОПА, как вот этого жука сжирает грибок, из нашей с вами Украины, превратившейся в вонючую землянку, такую же размером с оставшуюся Украину, украинцы, которые по-русски-то не говорят. Самые, что ни на есть, украинские украинцы, они проголосовали, как человек справедливо отмечает, и уехали. Ладно бы бежали только проклятые русскоязычные отщепенцы типа Шелеста и Арестовича. Это же не так. Очень много украинских украинцев уехало и сказали, мы не будем возвращаться. Поскольку процессы в Штатах идут томные, вернее, перестали быть томными, и 300 тысяч украинцам грозит, возможно, высылка, это большущая проблема. Но, во-первых, я против. Я против. Во-вторых, есть Европа, и очень много стран еще принимает. Конечно, очень нелегко релоцироваться, если ты 3 года уже был в Штатах, в Европу, привыкать заново, но, по крайней мере, перед вами не стоит непосредственно угроза уезжать в Боливию, да, или обратно в Украину.
Поэтому, если это будет принято решение, это будет трагедией для очень многих семей, но настоящей семейной. Но все еще есть шанс остаться в так называемом цивилизованном мире, если вы не хотите возвращаться в это политическое образование. Вот. Поэтому, да, я за вас. Более того, я один из вас. И вы знаете, вот это вот то, о чем мы сегодня львиную долю программы говорили, Мгм. это же не отменяет принадлежность точки твоего пребывания на земном шаре. Хоть Австралия, хоть Антарктида. Неважно. Щелин живет в США вообще-то. При этом он как бы, да, он более наглядный пример, один из, там, наверное, самый яркий спикер вашего канала. Вот он как бы да, живет в США, тем не менее, его этическая и символическая принадлежность, добровольно выбранная, не вызывает никаких сомнений. Ростислав спрашивает: здравствуйте, хочу спросить у Алексея Арестовича, есть ли какой-то способ свергнуть и наказать Зеленского во время войны? Это могут сделать только военные, но качество наших военных известно. Они либо надевают этот генералитет, который может командовать большими соединениями войск, надевают штаны задом наперед и входят с расстегнутой ширинкой в офис. А те военные, которые там могли бы, которые поярче и позлее, они исходят из того, что военную хунту не признает мир, лишит военной помощи, и они проиграют россиянам, а россияне уже наденут им штаны задом наперед с расстегнутой ширинкой уже в своих камерах. Поэтому у них выбор-то не очень великий, не очень большой. Вот они мечутся между угрозой плена у россиян и добровольным подставлением задницы в офисе наши военные. Вот и все. Вот и весь секрет. Ну, есть какая-то часть патриотов, которая боится просто, что Россия захватит большую часть Украины в случае переворота и отказа помощи, потому что хунту же военную никто не признает в мире, чем при Зеленском. И исходят просто из принципа, чего Да подождите, этого мы за же, страну, сейчас, секунду, мы за страну и за людей, но по принципу меньшего зла. этого же Джулани признали этого. Так кто вообще отбитый был, не пойми кто. Кого? Джулани? Сирия, да, В Джулани. Сирии? Да. Ну, да. Ну, да, вполне может быть и такое. Так что тогда еще больше спроса с военных. А что, собственно говоря, молчите? Сообщество YouTube. Алексей, скажите, стамбульское представление для Трампа будут долго показывать? Людмила спрашивает. Трамп очень мало интересуется уже стамбульским представлением. Он фактически вышел из переговоров, они практически не принимают участие. У Трампа большие проблемы внутри, с Китаем, там, со всеми остальными, с Ираном и с другими местами Израилем, и он на нас махнул рукой уже. Трамп за 120 дней понял, что извечные споры славян с собой, это хай Эрдоган занимается, если ему охота. Он понимает, что вот его этом Зеленский такой же упрямый, как Путин, это называется «я умываю руки», мирить этих невменяемых нет никакой возможности. Он А, не принадлежит к нашему этическому и символическому пространству. Ему тяжело с нами. Евгений Лилик. Почему Европа так отчаянно хочет влезть в войну с Россией, чтобы под соусом критической ситуации реформировать Евросоюз с прицелом на прямую диктатуру Брюсселя? Она не хочет влезть в войну, более того, она избегает ее изо всех сил и очень хочет торговать с Россией. Просто они сообразили, что чтобы торговать с Россией или торговаться более-менее на равных, нужно иметь очень сильную военную составляющую. И вот они заслонились Украиной, чтобы она сдерживала российскую армию, а покуда хотят выковать свою составляющую военную. Вот их нехитрый замысел. Все очень просто. Спасибо, друзья, большое и Машеньке из Николаева, и Лилуке за то, что хвалите, там просто вы пишите хорошие, добрые комментарии. Я еще раз всех призываю не стесняться этого делать. Я их не читаю не потому, что не хочу, а потому что вопросы, блиц, но пишите, это очень здорово. В отношении Алексея Николаевича спасибо большое за то, что любите, ждете и цените и уважаете. И тоже касается чата трансляции. Всем большое спасибо. Это вот правда искренне. Поехали. Значит, здравствуйте. Василий, Одесса. Алексей, вот нравитесь вы мне в непотешном смысле. Особенно после, скажем так, там, исхода определенных гостей. Всецело согласен с вами. Вы не переобуваетесь, размышляя, анализируйте, меняйте свою точку зрения, так сказать, совершенствуйтесь. Особенно восхищаюсь вашей позицией, незыблемо с 82 года. Спасибо большое, Василий. Как думаете, война будет продолжаться месяцы или годы? Если годы, то кто будет воевать? Мирослав спрашивает. Война Кстати, хороший вопрос.
А кто будет воевать? Если уж хотите календаря, то война будет с переменными... В общем, проблема политического образования на территории украинской земли или южно-русской земли, смотря как смотреть, будет решаться годика до 32-го. 33-го. Она может решаться в течение непрерывной войной по разной степени интенсивности. Может быть, периоды замерения даже на 2 года, когда будет казаться на 3, что жизнь, как это, мирная жизнь вернулась. Но поскольку не устранена сама проблема, то так или иначе война будет возобновляться. 3 Украин, 4 Украин, 1 Украины. Там варианты все равно будут воевать, пока не решится проблема целиком. А проблема решиться должна не только в украинских головах, но и в российских и белорусских. Потому что даже если сейчас не говорить о цивилизации мета-Руси, там какой-то там, да, а оставаться на уровне политических соображений, то без создания коллективной системы безопасности в этом треугольнике решено ничего не будет. А война не прекратится. А решена она может быть только после того, как будут явно осознаны, признаны, предъявлены и согласованы политические интересы 3 сторон. Мгм. А они Александр, настолько далеко от этого, что, поверьте мне, а воевать, поверьте мне, вас будут хватать на бусиках и тащить туда. А Павлы Казарины будут рассказывать, что из бусифицированных появляются отличные солдаты, там, если их немножко побить палками. это да. Александр Попов, здравствуйте. Вопрос Алексею. Есть мнение, что выполнение Минских соглашений привело бы к разделу страны. Это гипотеза или был такой прописанный план? Спасибо. А давайте я вам задам. Это никакого плана не было, но я могу вам задать такой вопрос. А представьте себе, страна была бы разделена, а войны бы не было. О, Какой вариант вам больше нравится? о, крамольные пошли у нас темы. Ух. Между прочим, в 90-е это обсуждалось в Украине в открытую. Что лучше бы было, как Чехия и Словакия, мирно разойтись. Мирно, в свое время, без всякой войны. И все. Деминян, тоже провокационный вопрос. Какова вероятность, что устав от зеленой диктатуры, в следующий раз жители Харькова и Киева встретят российскую армию с цветами, а не с оружием? С цветами сомневаюсь. Слишком эффективно работает пропаганда и сводит с ума. Но вот другое, то, что после того, как все завершится, условно, некая армия захватывает, не будем говорить какая, захватывает Киев, Харьков и тогда устанавливает свой режим. Перекрасить это все чисто пропагандистски можно будет очень быстро. Более того, условно не захватила армия Киев, образовалось 3 Украины. Ну, например, нейтрально Украине очень легко будет вывести нейтральную идеологическое обоснование и историю этой войны, не окрашенная ненавистью. Более того, в каком-то смысле это будет для нее единственный выход. Когда говорят о матери, у которых погибли сыновья, но опять же приведу аргумент в заочной полемике с Павлом Щелиным. Он же привел, что нам всем кажется, что это вот очень христианское мироощущение людей христианской культуры, что каждое поколение – это поколение апокалипсиса, последнее. Это же было в 45-м, это было в 20-м, это было весь 17 век, 18-й, все эти смены лояльности и прочее, прочее, прочее. Опять же, приведем пример раввина из Мукачева или семьи из Мукачева, 9 паспортов, поменявших за 20 век. Поэтому это все очень быстро делается. Тем более не для идеологизированных спорщиков в интернете или ребят из националистических формирований, а для обычного обывателя. А он на оккупированных территориях что происходит? Мгм. Значит, вот такой вопрос. Чем принципиально орешник отличается от 6-8 калибров кинжалов? И то опасно, и то Украина не может перехватывать, если говорить о безъядерном исполнении, конечно. Чего все так боятся? Во-первых, кинжалы перехватывают. Во-вторых, есть момент такой, а орешник нет. У орешника, по идее, другие скорости, другая траектория. И там сразу прилетает не 6-7, а 26 или 36 или там 24 по разным данным в разном снаряжении голов. И такой удар ни одно ПВО не перекроет, а за счет большой кинетической энергии этих голов, даже в виде болванок, как это было в Днепре, они проникают очень глубоко, назовем это так. Могут поражать заглубленные бункеры. А поскольку военно-политическое руководство Украины предпочитает находиться в заглубленных бункерах, то орешник это, или там некоторые виды военного производства, то орешник это как раз средство для поражения вот таких заглубленных объектов. У него есть целевое назначение.
Это достаточно уникальная техническая разработка. До сих пор на Западе никто не может объяснить, говорят специалисты, я не специалист, как эту ракету заставили лететь фактически по космической траектории на короткую дальность. Такую, ну, понимаю технически, что убрали одну ступень. Но там немного с управлением сложности. Тем не менее, российские специалисты осуществили это все. Удар по Днепру был достаточно головами пустыми, то есть болванками, был достаточно наглядный, чтобы начать воспринимать орешник всерьез. Открытым вопросом остается эффективность орешника при применении там, фугасных частей боевых, например. Или там специальных бетонобойных, если они есть. Второе. Сколько этих орешников в принципе есть у России, никто же не знает. 2 их или 142. С какой интенсивностью они могут применять. Но это оружие, которое отразить современная система ПВО не может поразить эффективно. То есть из этих там условно 16, 32, 24 голов, сколько там полетит, часть пробьет хорошо, попадет хорошо, и там уже точность, это уже большой вопрос. В Днепре была точность, которая вызывает ряд вопросов, продемонстрирована. Но смотря куда бить. Если по центру Киева это все пробьет гражданские дома с 19 этажа по первый или по подвал, как вы понимаете, последствия для гражданских будут катастрофические. Но я, опять же, учитывая эту гуманитарную составляющую, очевидно, принять решение на применение орешника, зная, что у него вероятность кругового отклонения по 250 метров, а в городе это целый квартал или 2 квартала, и попадают гражданские, россиянам, я сейчас даже этически не буду говорить, политически нелегко с точки зрения окончания перспектив войны. И условно, если Киев как столица нейтрального государства, она должна меньше всего пострадать и меньше оставить злой памяти россиян. Если они на это пойдут, то может... Это как, помните, с ядерным оружием. Яворевский полигон, какое-то там место. Ну, да. Но, с другой стороны, Хиросима, Нагасаки, Япония союзница США сейчас. Как бы, да, и уже очень давно. Теперь вопрос звучит так, что... Но все-таки россияне, не воспринимают нас как чужих. И бить только просто так по-гражданским им не с руки. Вот вся история этой войны доказывает, это же не голословное утверждение. Это то, о чем мы говорили, что потери среди гражданских маленькие. Да, они есть, потому что оружие несовершенное. Но есть там пренебрежение правилами открытия огня, там, да, человеческий фактор, эксцесс исполнителя, но в целом потери меньше. Это факт. Несравнимо меньше, чем со всеми другими видами военных конфликтов. Но просто так по Киеву орешникам, как мечтают многие зетники, это переборчик для политического руководства России. Именно поэтому нет удара до сих пор. Вот Ирина спрашивает, Ермак зачем едет в Америку? Ермак будет ли будущим президентом Украины? Я тут даже я готовил сам этот вопрос. Это что-то. Вот я, видел кучу таких фотографий. Но вот такую протокольную фотографию, когда Кит Келлог и Ермак стоят как на боксерском... Ну, вы поняли, как битва взглядами. Но это, конечно, вообще. В общем, встретился с Китом Келлогом, встретился с Уиткофом. Короче, основной лейтмотив: добиваюсь санкций против России. Прокомментируйте, пожалуйста, и ответьте на вопрос зрителя. У Ермака есть чем заниматься. Он проводит огромную лоббистскую кампанию против Трампа и в защиту интересов администрации Зеленского, которую называют интересами Украины. Идет массовая скупка американских СМИ, журналистов, вообще международных СМИ и так далее. В основном используется бывшая сеть USAID, которая так находится в оппозиции к Трампу. Но как только появляется какая-нибудь яркая статья на Западе, типа какое-нибудь солидное издание, знаете, это недорого стоило, 100-150 тысяч. Он этим занимается. Во-вторых, он занимается политической борьбой против Трампа. В-третьих, он занимается лоббированием у Трампа интересов Зеленского и его команды. Там есть чем заниматься, куча работы. Ну и в конце концов даже какую-то помощь выбивают Украине. Как 4-е задание. Марина Николаевна, сегодня была информация, что американцы приехали с аудитом. Как вы считаете, будут ли озвучены результаты? Узнаем ли мы весь размах воровства? Весь размах сразу не узнаете. Если будет принято решение таранить Зеленского, то у них все результаты аудитов есть. Вы не сомневайтесь. И есть уже давно, и этот аудит провели их любимые демократы. Поэтому, если часть будет реализовываться, это не потому, что они расследовали, а потому, что они начали реализовывать то, что у них и так есть. Решение этого не принято, потому что они понимают, что сотрясения политические, которые последуют за этим, могут привести к обрушению власти, а значит, лояльности к власти, колебаниям в армии, а значит, падением фронта и, грубо говоря, Афганистаном в стиле Байдена. А Трамп делает все, чтобы не было Афганистана в стиле Байдена. Пока.
Не сразу, не единомоментно, по крайней мере. Поэтому они заложники. Они понимают, что пилот самолета нехороший человек под названием «Украина горящий». Но вытаскивать его из кресла и прямо сейчас, это значит обрушить весь самолет непредсказуемым образом. А Мгм. если они примут это решение, то у них все материалы есть, можете не переживать. И Ш- есть очень давно. Пользователь Шмель. Мосты через Днепр почему не трогают? Но вот сегодня попытались взорвать Крымский мост. Вы думаете, это так просто? Мосты – это стратегические сооружения, которые делались во время СССР. Они должны были призваны выдерживать попадание тактического ядерного заряда, и ни одного. Ну, я не специалист, но специалисты говорят, что при хорошем качестве бетона внешний взрыв практически ничего ему сделать не может, даже очень сильно. А их строили из очень хорошего бетона. Поэтому они понимают, что это бесполезная трата тех же крылатых ракет. Ну, можно пролет уничтожить. Пролет восстанавливается очень быстро. Опоры надо бить. На опоры так просто не попадешь. Попади. А во-вторых, ну вот мы взорвали сегодня, украинцы, ну, там СБУ взорвало 2 заряда по тонне возле опоры Крымского моста. Машины как ездили, так и ездят. Это не так просто. Когда взрывали Крымский мост первый раз, 20 тонн аммонала взорвалось в грузовике, и то он достаточно быстро был восстановлен, его работа. 20 тонн. 20 и по тонне, Да, да? ну, какая вам достанет, какая вам ракета доставит 20 тонн? Ну, куда? Саня Иванов, как вы думаете, Китай нападет в будущем на Россию? Это одна из таких очень интересных иллюзий, которые там утешают себя любители фиолетового луча, Мгм. плохо знающие китайскую ситуацию. Я не великий специалист по Китаю, но минимум, который нужен для оценки военно-политической обстановки по Китаю у меня есть. Как бы. Он заключается в том, что первое, 2/3 территории Китая практически не населены из-за сложной местности самого Китая. Зачем брать еще более сложные с вечной мерзлотой территории, влетая в крупнейший международный скандал, например, рискуя окончательно бросить Россию на сторону США против Китая и получить смертельно опасный союз, если у тебя не освоено 2/3 своих территорий? Ну вот вопрос, зачем? Кроме того, существуют методы создания лояльности мягкой силой, которые китайцы очень сильно, экономической, какой угодно. Там. Поэтому я, когда еще был на Байкале в 2010 году на семинаре психологическом, уже тогда мне рассказывали местные, что они ориентированы на Китай и Токио гораздо больше, чем на Москву. Значит, вопрос, вот даже не вопрос, вот спасибо большое, это чат-трансляция Александра Шелеста, хочется поблагодарить Алексея за то, что все еще отстаивает моральную позицию, спасибо за хороший эфир, спасибо и вам большое, еще раз, не стесняйтесь хорошие комментарии писать, это, я считаю, тоже нужно уметь. Игорь Тёмкин из канала Алексея Николаевича, чат канала Алексея Николаевича, как правильно Украина строить отношения с Израилем? Дружественное, теплое, взаимоподдерживающее, с учетом интересов сторон. Не требовать от Израиля того, что он не может, да, но но и не голосовать против Израиля в ООН, там, да, и занимая позицию, которая далека от реальных интересов не только Израиля, но и современной Украины. Марк, уважаемый Алексей, возможен ли ядерный удар по Украине? Есть ли какие-то причины, почему Россия до сих пор не нанесла? Ну, про причины говорили, но вот по Потому поводу что мы для вероятности... них свои. Как вы не можете этого понять? Сколько не визжит пропаганда про убиенных детей, царствие им небесное, действительно погибшие дети. Ну, они гибли в Белгороде, между прочим, и в других местах. Ну, вот Алекс Широков пишет, Да. зачем вы подрывали поезд в России, люди и дети погибли. Ну, я могу сказать, что поезд подрывали, не поезд подрывали, а мосты подрывали. Это была единомоментная операция. Меня больше порадовала недолугая официальная пропаганда украинская, что вот, значит, бомбардировщики – это украинцы, Крымский мост – это украинцы, все мосты под Мелитополем, да, это самокат. А вот пассажирский поезд – это, конечно, ФСБ взорвал. Да. Просто ночью не рассчитали, да, взорвали поезд, не знали, что он пассажирский, не знали расписания и все такое. Это трагедия. Я не думаю, что его взрывали специально. Что взрывали мосты, потому что идет операция по попытке ослабить или административно ограничить возможности российской логистики перед крупной летней осенней кампанией, которую многие считают решающей в этой войне. Это стандартная тактика по изоляции театра. То, что там попался пассажирский поезд, погибли дети, погибли мирные люди, это трагедия.
Но вы же знаете мою позицию. Я вам сегодня ее предельно откровенно сказал. Для меня любой убитый с обеих сторон – это трагедия. Военный он или этот сам. Для меня все свои. А, кле- Поэтому, ну, да, врач это погиблый, или волонтер, который хосписами занималась. Это трагедия. Так вот, когда рассказывают, что да, вот российская ракета убила, она действительно убила. Сегодня в Сумах убила. Да. С РСЗО тяжело. Но это не потому, что они мечтают уничтожать наших гражданских. И когда вы тащите как бы восклицания зетников, так они же в России маргиналы. Точно так же, как у нас депутат Харьковского горсовета сказала, что надо расстрелять 10 ухилянтов. Это же тоже маргинез. Показательно, да. Да. Но смотрите, разница между нами и Россией заключается в том, что в России это не становится центральным сигналом. А у нас это давно центральный сигнал, элемент государственной политики важнейший по идеологической накачке населения. Поэтому что дает России полное обоснование для необходимости денацификации, там, как лозунг. Поэтому на политическом уровне они имеют прямые доказательства. Станислав, Поэтому, да. как бы, ну что, ядерный удар, ну по ком? Они же нас считают своими, но не будет такое политическое решение принято. Станислав, Войскам еще могут ударить. Но смотрите, они не ударили не после стратегов, хотя атаковали ядерную триаду, и российская ядерная доктрина разрешает наносить ядерный удар в ответ, применять. Они не будут этого делать в отношении украинцев. С высокой вероятностью не будут. Станислав, Алексей, СБУ транслирует записи с камер Керченского моста. Это признак высокого профессионализма. СБУ переигрывает ФСБ. Интересно ваше мнение. Спасибо за эфир. Ну, это так кажется. Российская территория настолько громадна и инфраструктурно перенасыщена, что будь ФСБ в 2 раза больше по аппарату, оно бы не смогло обеспечить безопасность. Это одна из проблем российской связности. У тебя гигантская территория это, и ресурсы – это огромное достоинство и одновременно недостаток, когда ты воюешь с кем-то на чужой территории. И огромный недостаток, когда воюют на твоей, потому что все это защитить технически невозможно. Никакой ФСБ это не защитит. Камеры вскрывали еще до войны. Ваш покорный слуга лично наблюдал камеры в таких местах, информацию с таких камер в российских местах, что как бы, если бы россияне знали, они бы поперхнулись, наверное, сейчас чаем. Ну, и они вскрывают наши камеры. Это так бывает. Все работают против всех. Ну, смотрите, финальный хочу вопрос задать. Вопросов очень много. И спасибо, друзья. И вот на канале Алексея Николаевича 48 тысяч плюс. На моем канале прямо сейчас тоже вопросы люди задают. Там 37 тысяч онлайн. Спасибо большое за внимание. Вот я хотел бы все-таки, знаете, чтобы вопрос с продолжением, но очень, очень важно людям дать какое-то, ну вот, напутствие. И можно, конечно, возмущаться. Я сегодня там в предыдущем эфире тоже возмущался, что отлично сходили в Курскую область там и так далее. Теперь вот... В общем, вопрос от Алексея Лободы с вашего канала, пользователь. Спасибо, что вы есть, Алексей и Александр. Скажите, пожалуйста, что с суммами возьмут, стоит ли нам уезжать? Сам пока здесь с семьей. Друзья мои, вы принимаете решения сами. В начале войны, я напоминаю, я не был советником офиса, я ушел. В передаче с Людмилой Немырией я прямо сказал, призвал вас разбирать тревожные чемоданчики. Абсолютно сознательно, как это, вря или лгя вам в лицо. Почему я это сделал? Потому что я понимал, что если объявить, что война будет, колонны беженцев задержат мобилизационное развертывание украинских вооруженных сил, и последствия будут куда более трагичными, чем те несколько десятков или даже сотен, или даже тысяч людей, которые меня послушали и реально не поехали. Мои враги пытаются, которые думают, что они мои враги, и которых я не замечаю, они пытаются обосновать, что там ты, якобы Арестович, был тогда на должности, говорил от имени офиса, десятки тысяч или тысячи людей не послушались и погибли и так далее. Я думаю, что если два человека послушались и не поехали, моих слов, то это максимум было. Какой-то малоизвестный тогда чувак сказал, что войны не будет. В не самой большой передаче, с не самым большим количеством просмотров. Но я даже тогда понимал, что нужно гасить общественное мнение, потому что тут уже приходится выбирать между большим и злом и малым. У меня эта этическая дилемма была решена еще в военном училище, иначе бы я его не закончил. Там эти этические дилеммы крайне тяжелые решаются, но профессия офицера, она очень неблагодарна. Иногда приходится действовать, жертвовать людьми. Извините, Алексей Николаевич, но Да. это очень слабо. Не то, что слабая позиция, слабая аргументация. По одной простой причине. Те, кто НАТО,
почему-то резко оказались в отпуске в Испании. Ой, так случилось из селебритис и звезд. Те, кто надо, четко уже знали, что нужно снимать, а там ты сразу не снимешь. Деньги с депозитов. Да. Те, кто надо, уже, я так посмотрел, вот, а потом начал вспоминать, слушайте, это даже не шибко там такие большие люди, а просто люди средней руки. Смотрите, я вам Всем объясняю, сказали, что война. Такое ощущение всем сложилось. сказали. Я тоже сказал своим родственникам, но публично я сказал это. Я объясняю это не потому, что у меня большое желание оправдаться. Я все свои решения принял, от них не собираюсь отказываться еще в 2022 году. А потому что на мой ответ возникнет соответствующая полемика. И упреждая эту полемику, я говорю, да, я это говорил. А сегодня я вам говорю, что вы принимаете решение, уезжать вам или нет. Между прочим, я и тогда это сказал. Я сказал, войны не будет, но вы принимаете решение. Хотя знал, что война будет. Так вот, если вы принимаете решение, вы, я так понимаю, глава семьи, вы отвечаете за жену и детей, вы принимаете решение. Навязывать им это решение нет. Может, у вас старики, может, у вас собаки и так далее, но вы принимаете решение. Возьмут суммы или нет, я не знаю, потому что я не знаю соотношения группировок сторон. Сколько с нашей стороны, сколько. Мы знаем только более-менее с российской, поэтому невозможно делать аналитические выводы, не зная соотношения сил и средств сторон. Но угроза суммам прямая, непосредственная. Сколько можно было убедиться уже? Вот сегодня прилетело в суммы там, да, и так далее. Держать там детей при возможности выехать, если у вас не безнадежная ситуация, с моей точки зрения, является решением, по поводу которого глава семьи, отвечающий за жену и детей, должны, за стариков, возможно, за собак, кошек, должны немного подумать. Все-таки я бы подумал. Взвесил все за и против. Да, друзья, спасибо большое за то, что взвешиваете все за и против. Присоединяйтесь к нам, к нашим встречам раз в неделю, в начале недели, в следующий раз обязательно. Спасибо большое всем за то, что, не стесняйтесь писать хорошее. Хотя темы, о которых мы сейчас говорим, они, такие, достаточно волнительные. Смотрите, это этический и символический выбор. Когда вы делаете свой личный выбор, не стесняясь. Вот я его сделал, заявив позицию, за которую мне с завтрашнего дня начнет очень крупно доставаться со всех сторон. С совершенно неизвестными дальнейшими последствиями. А вы публичный выбор сделал. Вы сделаете свой выбор, не ради меня. Я-то это буду делать, хотя мне приятно. Мне приятно, потому что меня поддерживают мою позицию. И второе, мне приятно, потому что я вижу, сколько людей склонны так думать и разделять этот символический этический капитал. Но когда вы делаете даже анонимный комментарий, говорите, да, нам это нравится, я это поддерживаю, неважно, откуда вы, из Беларуси, с Украины, из России, из Казахстана, там, из Америки пишете. Вы делаете свой маленький символический этический выбор, то есть становитесь человеком с выпрямленной спиной. Вместо того, чтобы быть, да, выродком для тех, кто плодит башни пропаганды сегодня, но выродком быть сегодня самое почетное звание, потому что слегка тошнит от государственного мракобесия, которое людей хочет превратить в свиней, которые не умеют поднимать. Милые создания, но головы поднимать не умеют и смотреть на звезды. Мой выбор связан с тем, чтобы вы смотрели на звезды. Выше поля, которое вот наводят башни пропаганды. Куда-то туда, где есть высокая этика, высокие смыслы, высокие цели, высокое предназначение, которое и человека делают лучше, чище, светлее и выше, по факту того, что он их разделяет даже молча. А если вы делаете публичный жест, даже написав комментарий, все, считайте, что вы ступили на тропу. Это ваш выбор этический, значит, вы человек, а не так себе. Придаток так телеморфону. Или там к гаджету, или еще к чему-то, Гаджету, да. или телеграм-каналу какому-нибудь, или еще что-то. Да. Да. Не бот. Да. Человек не бот. Человек не бот. Друзья, всем большое спасибо, всем доброй ночи. Лето только начинается, впереди самая жара, мы это все прекрасно понимаем. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно.